Добрый вечер, дорогие подписчики! Вы на канале Черный Пион. С вами Эмилия Лав. И здесь мы разбираем нарциссов по косточкам. И сегодня у нас с вами будет очень необычный эфир, можно даже сказать экспериментальный. Мы будем разбирать интервью Настасьи Самбурской у Ксении Собчак. Там она говорит о том, что она попалась на нарцисса. Видим тот пример, когда успешная, красивая, просто, ну, такая шикарнейшая и со всех сторон очень-очень интересная и, как бы казалось, сильная девушка, да, которая может отстоять свои права, да, так скажем, на язычок ей не попадайся, но тем не менее, даже такая девушка попадается в эти отношения. Но опять же, все зависит от наших детских травм. В принципе, это она сама озвучит, мы это будем все комментировать. У нас есть замечательный телеграм-канал, обязательно подписывайтесь, все ссылочки у нас под видео. И также у нас есть замечательный чат поддержки жертв абьюза в телеграме. Вы можете туда присоединиться, написав администратору и узнав условия присоединения в чат. Там мы поддерживаем друг друга, а также я по понедельникам непосредственно отвечаю на ваши вопросы в закрытом эфире. И по личным консультациям также вы можете узнать условия через администратора в Телеграме или по номеру, указанному под видео. Ну, а если вы еще до сих пор не посмотрели замечательную историю, которую мы рассказывали вчера, историю от нашей подписчицы, пожалуйста, заходите, смотрите. И если вам понравилось, как я разбираю истории, и вы хотите также разобрать свою историю, обращайтесь к администратору, узнаете условия, и мы будем работать. Буду очень-очень рада вам помочь. В общем, что хочу сказать. Часть, где Анастасия, возможно, уже кто-то смотрел это интервью, потому что там очень много просмотров, но я хочу разобрать сначала не только вот ее отношения. Кстати, очень прям прочувствовала я Настины вайбы, да, вообще вот просто человек рассказывает и вот эту всю ситуацию, что она прошла, ну просто, понимаете, ничем не отличается от того, что проходили все мы, да, от тех же комментариев, то есть, ну, это конкретно жертва вот такого нарциссического абьюза. И самое главное, что меня больше всего поразило, ну просто, ну, Ксения ее не слышит, она ее не слышит, она ее не понимает и пытается гнуть какую-то там свою линию абсолютно, ну просто очень-очень далеко находясь от какого-либо понятия, что такое отношения с нарциссами. Ну, скорее всего, сама каким-то образом, возможно, являясь вот тем самым нарциссом. Опять же, я здесь не ставлю никому диагнозов, я говорю только чисто свое мнение, и также мы смотрим со стороны, ну и также зная Ксению Анатольевну, так сказать, да, можно сделать такие выводы, поэтому здесь мы будем придерживаться точки зрения той, что, возможно, у Ксении Анатольевны там есть какие-то склонности к нарциссизму, но тем не менее они есть у нас у всех, но у нее в более таком, скажем, ужесточенном варианте, да, судя по ее интервью, и как, в принципе, она со своими гостями общается, да, и какие применяет манипуляции. Манипуляций там немного, и вот одну из таких манипуляций мы разберем изначально, да, которые были применены к Анастасии, а потом перейдем плавненько уже к той части, когда она рассказывала про нарцисса, с которым попала в отношения, а также про отца. Про отца это тоже очень важно, потому что мы знаем, что все травмы оттуда, и мне очень понравилась ее позиция по отношению к отцу. Я считаю, это абсолютно правильная позиция. А со стороны Ксении вот как раз шло то самое навязывание, вот это социальное, что-то ты там что-то должна кому-то. Ну, в общем, ребят, значит, я включаю вот ту часть, которая мне интересна, да, показалась. И, пожалуйста, давайте послушаем, а я прокомментирую, что я думаю по этому поводу. Но ты не боишься, что этот проект, при том, что это, конечно, супер популярность, очень круто, но он тебя еще дальше как бы видно, уводит пишите, если от хорошо реальной видно. моды. Тебя это может увести еще больше в сторону от настоящей профессиональной моды и этого сообщества. Не боишься ли ты этого, что так может произойти? Положа руку на сердце, ну, я народная. Я все равно не смогу строить из себя леди и ходить вот это вот искусственно интересоваться делами людей, которые мне не очень интересны, понимаешь? Вот есть Миша, ты с ним дружишь. Я его тоже очень люблю. Миша,
почему бы тебе не сказать: Миш, стилизуй меня по-модному на этот ужин. Я, кстати, нормально выглядела там. Нет, ну ты всегда нормально выглядишь, потому что ты красивая женщина. Но вот эта вся современная история моды этих ужинов, она же еще и про какие-то классные стилизации. Не было ли у тебя желания попробовать сделать что-то с крутым стилистом? Ну вот Миша, например, точно человек, который бы мог сделать вообще другой образ. Просто у меня есть ощущение, что ты будешь сопротивляться, что если это в твоем понимании не будет соответствовать тому, к чему ты привыкла, ты нахер пошлешь любого, включая Мишу Барышникова. Я плотно общалась с Владом Лисовцом одно время. И, например, он видел меня с короткой стрижкой, такой, с головочкой, такой вот это. Я ходила в спортивочках. И эти просто, ну, потом, может быть, мы найдем какую-то фотографию. Это было ужасно. Это было просто ужасно. И Миша мне тоже говорил, что мне нужно носить волосики, как там, чуть ли не с прямым проборчиком. Но я просто знаю свой рост волос. И ну, вот в чем, а вот в том, как должна выглядеть укладка, вот меня в этом как бы... Ну, вот это начало пиздеца, Настя, понимаешь? Просто есть вещи, которые люди не понимают. Но они просто не знают некоторых каких-то вот, так скажем, подводных камней. Поэтому они вот судят со своей точки зрения. Почему не отдаться профессионалу и попробовать? Ты же ничего не теряешь, тебя же не остригут на лысо, у тебя ничего не отнимут. Ты просто увидишь себя другой, и, может быть, увидев реакцию других людей на тебя, закрепишься вообще в другом образе. И есть люди, которые, ну, знаешь, как в дизайне интерьеров. То есть вот я искренне не понимаю, зачем какого-то брать классного дизайнера интерьера, чтобы начать потом с ним спорить. Нет, вот я тут хочу другой цвет стен, а здесь что-то давайте люстру поменять. То есть если ты берешь профессионала, у него есть свое видение, которое он должен реализовать. И ты не можешь со своим, понимаешь, у тебя вот у бабушки ковер висел, дай-ка я ему сейчас подскажу, как это должно быть. Так же и со стилем. То есть я думаю, что люди типа Ксюши Смо, сейчас все скажут, не хотят, ну, как бы быть с людьми, которые... Вот она тебя сделает, ты скажешь: не, ну это все хорошо, но только укладку-то вот такую вот, с вот этим корешком мне оставьте, вот это немножко лошадь хочет какать, я без этого не выйду. Или там вот платье хорошо, Ксюш, но немножко вот леопарда добавим. Так, это какая-то прямо Ульяна Сергеенко. Это вот еще. Это не Ульяна Сергеенко. Цветочек. А это в цветочек. Вот это вот платье мы будем это шить. Это пока вот пробный экземпляр. Но ты как под себя все делаешь. Да, То есть это все цвета, которые идут брюнеткам, и тебе как-то очень, они вот под твой стиль. То есть можно сказать, что ты вдохновляешься самой собой. В одном из своих последних интервью ты сказала, что... Ну что же, вот, уже вижу, девчонки, что вы пишете ровно то, что я здесь увидела. Ну, потому что вы мои умнички, не зря вы сидите на моем канале, да, но что здесь я заметила? Посмотрите вообще, как Ксения явно просто очень-очень сильно, да, пытается убедить отказаться Настю от своей индивидуальности, при этом очень тонко стараясь обесценить ее вкус. То есть вот это что-то, ну да, пусть вот эта челочка стоит, а может еще и леопарда там какого-то, да, то есть она не может принять то, что у человека есть собственный вкус. И вот что такое леопарда, да, ну в принципе, когда есть какой-то модный, там какая-то вот есть коллекция, да, то есть вот в этом сезоне моден леопард. Окей, в этом году никто леопард не будет считать там каким-то колхозом. Но в основном и в общем, да, в принципе, это типа, понятие такое, вот этот леопард, там тигровая какая-то расцветка, это вот намек, что ты какая-то колхозница, понимаете? Я вот это услышала. И когда она заходит к ней в гардероб, вот, ой, такие платья у тебя в цветочек такие, да, и вот, знаете, вот такая пассивная агрессия, и ты все строишь под себя, вот, то есть ты основываешься на своих вкусах, да, ты сама себе эталон, ты ассоциируешь только себя с чем-то идеальным, и, блин, а почему бы нет? Ну, то есть у человека есть конкретные вкусы, причем очень такой яркий, замечательный и прекрасный, и очень разный со всеми остальными, то есть у нее есть свое мнение. Дело вообще не в образе, а в том, что у человека есть индивидуальность,
индивидуальность, понимаете, ей не нужен какой-то, значит, Петя-стилист, который будет ей рассказывать, как одеваться, то есть даже если он и это и сделает, то в любом случае тебе что-то будет не нравиться, и ты в любом случае будешь иметь место своего мнения. Далее, значит, что я вижу в Ксении, да, что я вижу в Ксении? Ну, в ней, конечно же, говорит зависть, в первую очередь к наличию вкуса Анастасии, так как стиль Ксении полностью создан стилистами, и отсутствие вкуса видно очень хорошо у Ксении, когда ее одевают в нелепые наряды, и она их с гордостью выгуливает и считает, ну, если это дорогой бренд, да еще скомбинированная композиция от модного и дорогого стилиста, значит, это круто. То есть, как я поняла, она себя не видит, она себя совершенно не видит, то есть она опирается на мнение вот этих стилистов и тому подобное, и считает, что, ну да, если он самый модный стилист в Москве там или еще где-то, да, и вот он на меня какую-то там горшок мне на голову одел, потому что это модно в этом году, ну взять ту же Баленсиагу, ну это ж полная трешанина, что было там в позапрошлом году, там вот эти вот кеды из грязи, там, ну, вот эти рваные какие-то свитера с мусорки, да, и как бы, ну, это вот просто, они над тобой ржут, вот, понимаете, когда стилисты придумывают вот подобное, они просто ржут над вот этими зависимыми людьми, абсолютно не имеющими вкуса, у которых много денег, и они не знают просто, куда их деть, ну, просто отдавать, сколько, я не помню, сколько стоили эти кроссовки Баленсиага, вот эти кеды, я не, то ли $2000, ну, там просто какая-то бешеная цена была, ну, в смысле, какой у тебя должен быть интеллект, на каком вообще нуле, чтобы ты пошел, отвалил вот эти деньги, я понимаю, их много, но ты должен понимать, даже если у тебя много денег, ты должен понимать, что стебутся, понимаете, ты жертва вот этой моды, ты жертва вот этих понтов каких-то непонятных. Ну вот я думаю, что Ксения относится к вот этому, значит, как сказать, вот этому виду людей, которые, в принципе, за отсутствием своей изюминки, да, то есть своего личного вкуса, он гонится вот за вот этими понтами, за вот эти, у меня лук там какой-то от такого-то стилиста, значит, это круто, то есть абсолютно даже не подозревая, может быть, он меня вообще одел там в черти чё, и в очень многих Ксении Анатольевны луках мы можем это заметить, и вот у Анастасии именно присутствует та самая изюминка, тот самый вкус, она действительно очень отличается от всех остальных звезд, и вот этот ее стиль вот этих 50-х годов, да, ну это просто очень круто, я, вот, честно, для меня она, ну, можно ее приблизить, в принципе, к идеалу красоты женской, она очень красивая женщина, но помимо этого у нее присутствует вкус, и очень экзотический, то есть он не, как сказать, он не похож на других, то есть она не бегает там, не пытается под кого-то подстроиться, да, потому что это модно, я сейчас напялю на себя вот этот пиджак красный, потому что его носят все, и это круто, ну, понимаете, и вот Ксению Анатольевну, как человека, можно сказать, нарциссичного, да, она, в принципе, много раз сама признавалась в этом, и даже в этом интервью она это говорит, то в любом случае нарцисс всегда завидует как раз индивидуальности другого человека, завидует его вот каким-то отличиям, а для того, чтобы иметь эту индивидуальность и отличие, здесь у нас просматривается что? Та же самая эмпатия. Не думайте, что эмпатия это только вот собачку жалко. Нет, эмпатия, там очень много ответвлений и очень много определений эмпатии в разных сферах. Соответственно, эмпатия это в первую очередь чувства, то есть ты можешь прочувствовать, как ты выглядишь, ты себя видишь, да, ты можешь это все проанализировать. Не только эмпатия в жалости заключается, понимаете? То есть это вот некая такая экстра чувствительность, которая доступна только эмпатичным людям, да, у которых вот нормальный уровень эмпатии, они занижены, как у той же самой Ксении Анатольевны, которая и призналась в этом видео. Опять же говорю, что не ставлю никаких вот диагнозов тут, говорю вот что вижу, что примерно какие мы можем сделать выводы. Далее. Значит, очень Ксению раздражает Настя, что Настя может себе позволить возмущаться, если ей не понравится предложенный стилистом лук, чего Ксения позволить себе не может, так как элементарно не видит, когда ей что-то не идет. Ну и, конечно, про зависть, в принципе, к ее красоте я уже здесь не говорю. Хотя Ксения очень харизматичная женщина и очень, кстати, даже симпатичная, особенно в молодости, она, по-моему, была огонь. Но это чисто субъективно
мое субъективное мнение, девочки, возможно, оно у вас другое, но, на мой взгляд, все, что говорят про Ксению Анатольевну, что она там какая-то раз такая вот, даже не хочу вот эти ужасные эпитеты вообще повторять, какие-то клички, как ее называют, но дело в том, что там даже это все рядом не стояло. Я как бы в ней не вижу ничего такого, чтобы там отвращало и тому подобное. Во-первых, я в ней вижу много секса, это уже раз. Во всяком случае, я думаю, что это очень сексуальная женщина, от нее прям так и веет. Но, опять же, можете со мной не согласиться, это чисто мое сугубо мнение. Также, если вы посмотрите на ее видосы в молодости, вот я буквально недавно там где-то наткнулась, там «Дом-2» был, там где-то еще какая-то была у нее блондинка в шоколаде, в общем, она, ну просто, блин, она огонь, в смысле. Я не знаю, почему вообще сложилось такое о ней впечатление, что она там какая-то не такая, что-то то страшное, то еще какая-то вечно ее там обсирают, понимаете, абсолютно не то, тем более у нее очень-очень обворожительная улыбка, мне очень нравится ее улыбка, какая бы она там иногда фальшивая не была, да, но тем не менее у нее очень приятная улыбка. Про челюсть тоже, мне очень нравится ее челюсть, потому что она ее, во-первых, очень отличает от других, но также я вижу какой-то секс в этой челюсти, поэтому, девчонки, я не знаю, почему вот прицепились к ее лицу, к этому, и почему так про нее говорят, ну, возможно, какая-то зависть, может быть, ее интеллекту, я не знаю, раз она умная, давайте обосрем внешность, ну, вот как-то так, ну, кажется умной, во всяком случае, да, ну, у нее же как бы тоже, человек, она не тупой, так скажем, и не глупый, если она смогла столького добиться, но, тем не менее, то есть, это явно пошло вот от каких-то там таких же завистников, да, далее. Но в любом случае ее обаяние полностью компенсирует недостатки внешности, если они в принципе есть. Я не считаю, что они там есть какие-то эти недостатки. Это все надуманная херня, которую понаписали вот эти всякие желтые люди из желтой прессы, на которые постоянно указывают. Я, например, не вижу в ней никаких недостатков, и мне очень нравится ее улыбка, челюсть, которую так активно обсуждают, это я уже сказала. Но в любом случае дает осадок на самооценку, у нее в любом случае это дает осадок на самооценку, как бы она ни пыталась это скрыть. И вот, например, вот сейчас я вам покажу вот просто из телефона, да, как один юморист решил, так сказать, смешно пошутить. Ну, это, понимаете, это просто мужик дно, это вот, знаете, есть дно, оно вот ходит по этой улице, там, по миру. Я не пойму, почему оно еще вообще в принципе умудряется ходить, и его до сих пор никто не смел. Это взрослый мужик. Вот посмотри, ну а ее реакция была просто очень крутая, мне она очень понравилась. И, кстати, та самая вот знаменитая улыбка, о которой я говорю, вот тут очень хорошо просматривается. Надеюсь, вам с телефона будет хорошо видно, потому что здесь я в этом не... Девушка, у вас выпало, извиняюсь. Девушка! Ну, поняли, да? Поняли. В общем, вы видели, да, вот это днище, мужик придумал вот такую вот смешную шутку. Я не думаю, что это подстроено там кем-то, видимо, ну, тоже быть ненормально, вот там стоять ее поджидать на улице. Неважно, подстроено это или нет, но, скорее всего, нет, но ее реакция была вполне достойная. Опять же, нарцисс она или не нарцисс, это совершенно уже другая история. Я говорю, в принципе, о впечатлении внешнем о ней, да, и вот я считаю, это очень несправедливо, когда про женщину вот несут такую грязь, да, особенно мужики, ну ладно, там девочки друг друга обсираются, да, вот, но мужчины, я думала, это подстроено. Я не знаю, ребят, я не знаю, подстроено или нет, я вот сегодня, пока ресерч делала, я наткнулась на это видео, но далее как бы уже история умалчивает. Но тем не менее это очень погано, Вот, ну что я уже в принципе вот эту, да, часть с, так сказать, гардеробом, да, самбурской, также с навязыванием вот своего какого-то вкуса, а давай тебя переделает стилист, в смысле, а зачем меня переделывать? Даже вот вы помните, она сказала, зачем мне меняться, я всегда нормально выгляжу. Ну, то есть, понимаете, вот если бы самбурская была немного слабее, да, если бы у нее отсутствовали те самые опоры внутри, которые она, кстати, видимо, удачно проработала с психологом, она бы могла поддаться вот этому влиянию, и также в ней бы зародилась куча комплексов, она бы думала, что, блин, наверное, действительно со мной что-то не то, и она бы отказалась просто от этой своей индивидуальности и просто бы изменила свой образ, и, извиняюсь,
И вы прекрасный пример видели, когда она говорит, я с Лесовцом, когда работала, да, вот что, во что он меня превратил, ну это ж ужас, ну да, это модно, о боже, вот это вот мальчика, значит, вот это вот стрижка там и тому подобное, вот эта куртка какая-то ужасная, ну это черти чё, но зато это модно. И самое главное, она это видела, почему она решила все-таки выбрать свой стиль, потому что она видит, что если ты там какой-то крутой стилист, это не означает, что ты семипядей во лбу, и вот как она и сказала, это означает, что ты чувствуешь то же самое, что ты видишь. Только вы сами можете себя оценить, потому что именно правильно. Почему? Потому что если ты внутри не чувствуешь себя комфортно, и тебе говорят, что не-не-не, ты красивая, да, то в любом случае вот эту энергетику отрицательную ты будешь нести, вот эту неуверенность в себе ты будешь нести в мир, и, соответственно, ты будешь получать такую же обратную связь. Вот ты не уверена в себе, такая же будет тебе и обратная связь. Поэтому, девочки, когда вам что-то навязывают, рассказывают вам, что это очень красиво, и вам это не нравится, вот вы смотрите на себя в зеркало, и вам это не нравится, это действительно так. То же самое, как и вот в отношениях с нарциссом, когда он вас в чем-то убеждает, да, у вас где-то возникают сомнения, что это не так. Слушайте здесь, потому что это, сука, не так, потому что он вам врет. Вот здесь то же самое. Про тех же стилистов, визажистов и тому подобное. Я могу на своем примере привести. Вот я давно, там, я не помню, сколько, лет 5-7 назад, в общем, пошла я единственный, первый и последний раз в жизни наращивать себе ресницы. Это было в России, значит, в моем городе. И меня привела туда моя подруга. Значит, у нее прям вот на ней классно очень эти ресницы смотрелись, а у нее такие большие карие глаза, и ей прям, ну, очень классно, очень хорошо, вот ей все это шло и тому подобное. Я прихожу, мне эта девочка клеит одну ресницу, она мне наклеила, значит, я ее просила не делать коровью, чтобы они там до бровей были, ну, в общем, я попросила просто вот такой вот какой-то средний объем, чтобы они не было видно, что это какая-то дешевая кукла. В общем, я встаю, я просто хотела посмотреть один глаз. Я встаю, и что я вижу? Ну, естественно, это была коровья ресница, естественно, но не в этом дело. Я выглядела как алкоголичка, которая, блин, бухает каждый день, и просто у меня и так маленькие глаза, так они вообще исчезли, то есть за вот этими ресницами они были настолько вот так вот загнуты, что у меня полглаза здесь закрыло, это было просто ужасно. Я вижу этот ужас, понимаете? И я говорю, я не хочу, снимайте мне эти ресницы, они мне не нравятся, туда-сюда. И что вы думаете? Они меня всем скопом, там была вот эта девочка, которая клеила это ресницы, значит, там еще какие-то две были девочки, какие-то другие мастера, и они вот так вокруг меня, как орлы, собрались, и давай меня уговаривать, говорить, что я дура, ну не дура, а что типа, ну мне кажется, нет, это очень красиво, это очень классно, давай-ка мы тебе второй. Я говорю, нет, в общем, я отстояла себя, но потому что у меня насчет внешности, вот кто бы мне что ни говорил, давай я тебя красиво накрашу. Ну, блин, ну красили меня, ну не нравится мне, соответственно, ну не буду я ходить краситься, если мне это не нравится. Вот то же самое было с ресницами. Ну, понятно, что надо было продать эти ресницы, и не хотелось терять материал. Но, как бы, это уже не мои проблемы, если ты мне сделала не то, что я запрашивала. И плюс мне это дико не нравится. Вот здесь примерно та же самая история, понимаете? Вот Ксения в ней видит то, что у человека есть свое мнение, да, и вот она прямо будет, ну, вот она до конца пойдет вот с этим, со своим вкусом. Я считаю, что у нее прекрасный вкус, мне очень-очень нравится. И да, ей идут эти цветочки, и клубнички, и вот эта прическа, и все ей идет, там все идеально. Но вот Ксении нужно обязательно, вот видя, что там действительно какая-то идеальный пример напротив нее, она чувствует конкуренцию, она чувствует, что где-то она проигрывает, и, конечно же, это нужно все что? Обесценить. И почему она начала больше ее продавливать? Потому что Анастасия начала отстаивать свое мнение, говорит, нет, меня это не волнует, как бы вот у меня есть свой вкус, до свидания. А Ксения что начала ей говорить, что, вот, ну как так? То есть опять обесценивать, да? Ну вот ты возьмешь дизайнера, да, и что ты будешь ему навязывать свои вкусы, а зачем тогда ты дизайнеров нанимаешь, да? То есть ты должна вот четко, полностью прислушиваться к дизайнеру. Ну, а если тебе дизайнер скажет, блин, ходи с какашкой на голове, потому что это модно. Ну, в принципе, вот что Ксения, как бы, к чему она исследует, судя по ее лукам, там, да, я не говорю, что все они какие-то отстойные, но очень много раз вот было очень много таких примеров. Что, ты будешь ходить с этой какашкой на голове? Нет, понимаете? Вот Ксения, в смысле Анастасия не будет, ну, а Ксения будет следовать всем вот этим указаниям, потому что она не понимает, вообще идет ей это или нет, она себя не видит. И вот ее раздражает то, что вот, ну,
вот у нее есть вот это вот, она ее не может продавить, соответственно, со всех сторон она пыталась ее каким-либо образом обесценить, понимаете? Вот. Вот так я увидела эту ситуацию. Пишите, как вы эту ситуацию увидели, но я увидела это так. И было очень-очень неприятно, то, что человеку просто не дают возможности вот именно проявить свою точку зрения, высказать свое мнение, да. То есть здесь пытались ее почему-то отговорить от того, что она выбрала, то есть отговорить от ее выбора. И вот так вот таким образом действуют токсичные личности, и они, если вы слабы, если у вас нет совершенно своего какого-то стержня внутри, да, эти люди, вы будете подвластны таким людям, они будут на вас влиять, поэтому если у вас присутствуют вот какие-то подобные черты типа, да, ты правда так думаешь, ой, ну все, и срочно, и завтра же побежала менять цвет волос, например, потому что Маша мне сказала, что тебе блондинка не идет, да, все, как бы вот убирайте это из себя, смотрите на себя в зеркало, как вы чувствуете, нравится тебе быть блондинкой, будь блондинкой, и наоборот, понимаете, не надо слушать людей, вы должны понимать, что если человек сильно, чересчур продавливает ваше мнение, продавливает ваши границы, здесь проблема, скорее всего, в какой-то зависти, он чувствует конкуренцию, и поэтому он хочет сделать из вас какого-то серенького, неприметного, вот такую мышку какую-то, да, вот примерно так я вижу эту ситуацию, поэтому вот здесь Анастасия, я считаю, большая молодец, что она отстояла, да, свою индивидуальность и не дала, так сказать. Почему вы видите, вот, кстати, еще хочу заметить, я не включила это в видео, но я вам в очень многих эфирах говорила, что наша Ксения, любимая Собчак, с разными героями разговаривает по-разному и ведет себя по-разному. В начале эфира вот этого интервью, там было так, что видно, что Ксения, к ней относится уважительно, а видно, что она ее, возможно, где-то на своем уровне где-то вот чувствует, поэтому, в принципе, и чувствует конкуренцию, потому что она чувствует в Насте сильную личность, и она с ней общается, то есть она пытается ее продавливать, она пытается где-то ее обесценить, но только в тех моментах, где Настя дает слабину. Вы потом это увидите, когда Настя будет рассказывать про отношения, это ее все еще где-то немножечко будет задевать, но совсем немножечко, там уже, кстати, все проработано. Сразу же Ксения хватается за вот это место и начинает ее продавливать, то есть чтобы ее поставить в слабую позицию, то есть вот в больные точки пытается бить, да, но, опять же, на протяжении всего интервью я не увидела от Собчак какого там прям супер унижения, как вот она сделала это с той же Волочковой, там, да, в интервью, если вы смотрели, со многими такими героями она вот обращалась как-то, то есть если она считает вот вас слабым, она будет с вами вот так вот общаться свысока, с барского плеча, да, и пытаться унизить еще больше, ну вот как-то это было такое пренебрежительное отношение. Но когда она чувствует силу, вот я вам всегда говорила, что нарцы очень боятся сильных людей, они их просто не терпят, они чувствуют, во-первых, конкуренцию, во-вторых, также они боятся быть вот где-то разоблаченными, да. И вот с Настей я увидела, что на протяжении всего интервью сама Ксения была немножко даже в тонусе, понимаете, и она сказала, что ты не представляешь, мои работники, я, говорит, Мегера, вот в своих этих, вот в своей работе со своими работниками, а когда они там что-то у нее в квартире делали, пришли съемки делать, так ты, говорит, вообще, они тут, ну, ты бы их тут вообще всех просто смела с лица земли, да, потому что Настя говорила, это вы мне тут бардак уже на кухне устроили, то есть, понимаете, она вот реально, она чувствует ее на своем уровне, поэтому как такового прям сильного унижения здесь не было, она просто не могла его себе позволить, потому что она знает, что Настя может ответить. И к чему я говорю это? Что вы должны понимать, что с нарциссами, опять же, не надо потом мне писать, что это диагнозы этой Собчак ставлю. Нет, я говорю про ее поведение, которое очень похоже на нарциссическое. Опять же, если есть у кого-то информация, что там есть официальный диагноз, скажите, напишите. Но не в этом дело. То есть вы должны понимать, что если вы с нарциссом в сильной позиции, он с вас просто не может пробить. Поэтому мы попадаем дальше в эти отношения, потому что мы это позволяем. Мы ему позволяем пролезть к нам в душу, понимаете? Мы ему позволяем как раз проковырять вот те самые дырочки, вот эти самые слабости. И вот так ему удается залазить к нам в отношения, в нашу жизнь, и в нее гадить. Да? А вот когда мы держим вот эти самые границы, мы их отстаиваем, говорит, нет, нет, мне нравится этот стиль, все, я что, плохо выгляжу? Да, и даже этот вопрос, она даже не вопрос, она утверждает, сказала, я всегда хорошо выгляжу, то есть она у нее даже не спрашивала. Понимаете, вот это вот такое четкое
Четкий пример поведения с нарциссом, который вот Настя нам показала, я вот очень прямо рада, так сказать, вот как она себя повела, да, она большая молодец, в общем, Собчак ее не удалось пробить, она много раз пыталась, ну вот, чтобы вы понимали, как вы должны вести себя с людьми, которые пытаются пробить ваши границы, и вы потом увидите, что если вы будете продолжать в том же духе, они просто не смогут, и они просто не смогут с вами продолжать. Почему я говорю про блок? Блокируйте нарцисса. Вот он попытается, нос свой потыкает, потом он сольется, он рассыпется, ребят. Вот вам, пожалуйста, прекрасный пример, да, то есть сколько бы она ее не пыталась там пробить, но я больше чем уверена, что вот в жизни вдвоем они бы никогда не дружили, потому что Собчак всегда нужно быть вот сверху, там, знаешь, вот той самой мамой-контролершей, да, вот даже среди подруг, скорее всего, так, я могу только предполагать, но тем не менее, но с Настей бы они подругами не были, ни в коем случае, потому что Настя бы под нее никогда не прогибалась, понимаете? И вот так же в паре с нарциссом все то же самое. Он начинает поджимать хвост, когда вы не прогибаетесь, все. Да, он там что-то попытается вас опять, там, значит, наказать, вернуть, утилизировать, но это у него не получится, если вы этого не позволите. Вот видите? Он сразу начнет отсыпаться. Вот здесь, в принципе, вы это можете видеть на примере. Очень много я видела такое, в очень многих моментах у Ксении было такое потерянное, разочарованное лицо. Такое, ну, то есть она... Прям вот у нее было на лбу написано «я проиграла, что ли?» Ну, как-то так это для меня смотрелось со стороны. Будем смотреть про то, как начиналось, значит, как начинался Настин опыт с вот этим вот мужиком, да, и предисловие будет то, что она рассказывает про свою депрессию, и депрессия эта возникла не просто так. И сейчас многие, вот если не смотрели это интервью, многие узнают себя, и что происходило с вами. И тут вот просто как, знаете, как по научной вот такой вот методички, да, у нас все, поэтому слушаем. В общем, уже я не могу, в общем, она уже сказала, Собчак ей задала вопрос, все слышали, что ты была в депрессии, но об этом никто не знал, вот, и что же случилось? Вот она говорит. Вообще никто не знал. Невозможно было ни с кем коммуницировать, ничего, я просто лежала. Ну, то есть у меня стали выпадать волосы, у меня стала портиться кожа, у меня совершенно не было ни на что сил, я ничего не хотела, ни двигаться, ни выходить, говорю, не общаться вообще. То есть, ну, было невозможно находиться в этом состоянии, потому что, ну, ты вот прям на дне. Но у меня просто были возвращения были по причине того, что я зашла в отношения с нарциссом, с жестким прям, таким классическим прям вот нарциссом. Почти год это было, да. Ну, там все вот это абьюз, обесценивание, вот это устраивание истерик в отпуске на ровном месте, вот это все он мне ужасно нравился, я могу даже сказать, что я была в него влюблена. Как мне казалось, опять же, но мы с психологом разобрались, он просто попал в те паттерны, которые, собственно, мне там отец наставлял, этих самых болезненных каких-то штук, и он попал во все. Ну и в итоге мне пришлось снова вернуться. Вот, вы слышали, да, что говорит Настя? Вот как раз и случилось. То есть мы здесь говорим о том, что ты можешь быть успешной, красивой, самой лучшей, замечательной и тому подобное, очень сильным человеком. А вы знаете Самбурскую, опять же, если кто-то смотрел ее какие-то, значит, вот эти сторис, как она там отвечает людям, прям, ну вот, и сколько скандалов у нее было. То есть это такой человек, который может за себя постоять, чтобы вы понимали, да, она не какая-то тютя там, матютя, которая всех боится, нет, никаких у нее, во всяком случае, с виду нет вот подобных травм. Но обычно такие сильные люди, чем сильнее ты снаружи, тем слабее ты внутри. Там в любом случае есть какие-то вот дыры, они есть. Поэтому я также в своих стримах очень часто повторяю, неважно, как ты выглядишь, неважно, сколько ты зарабатываешь денег, неважно, на какой ты там позиции у себя в компании, какой у тебя бизнес, маленький или большой, и ты там звезда или нет, важно, что здесь. Важно, что здесь, и если здесь дыра, если здесь тебя где-то травмировали в детстве или, возможно, в прошлых отношениях, все, вот это вообще, вот эти внешние
внешние факторы, они абсолютно ничего не знают, поэтому опираться на вот такую ложную информацию, как к нарциссам попадают только какие-то лохушки, нет, каждая может попасть к нарциссу. И лохушка, и не лохушка, поймите это. Вот, все зависит от того, проработана ли твоя травма или не проработана. Научились вы отличать, да, токсичное отношение от нетоксичного или нет? Умеете вы отстаивать свои границы или нет? В этом все, понимаете? А как бы где-то там добиться каких-то огромных успехов, да, это большое дело, конечно, это нужен такой очень сильный внутренний стержень, но это сила воли, это характер, но не психика. Психика — это вообще другая история, ребят. И вот здесь, в этом случае, примерно то же самое случилось. Настя так и говорит, он просто залез в мои дыры, вот, которые остались от папы, от вот этого так называемого папы. И, как я поняла, что нарцисс там был особо не, так сказать, ну, не из церебральных, так скажем, да, и то, вот церебральные у нас самые сложные нарциссы, да, это которых, ну, очень-очень сильно трудно распознать, вот, а здесь, ну, он был попроще, потому что там еще истеричка был, он очень похож на Самата. Еще что хочу сказать, Собчак опять что вытворила. Значит, я не включила это в эфир здесь, но что там было у нас, когда, значит, она проговорилась, сказала его имя, я не буду здесь в эфире его называть, я не считаю, что если, ну, это будет хорошо, потому что сама Настя этого не хотела, но она нечаянно, и у нее его имя выскользнуло из ее уст, и Собчак это не вырезала, хотя она просила это вырезать, вот, понимаете, вот еще вам, пожалуйста, то есть вот когда ты чувствуешь конкуренцию, будущей вот такой вот нарциссичной личностью, да, ты используешь любой момент, чтобы этого человека где-то, вот, знаете, создать ему какие-то проблемы, да, чтобы его где-то опять вот укусить, обесценить. Ну, что ей мешало, да, вот взять и вырезать этот момент. Хотя, говорит, пожалуйста, не надо, вырежьте этот момент, тем более он там что-то просил не называть его имя. Ну, хотя, знаете, то, что он просил не называть его имя, это вообще похуй, как бы это уже я хочу рассказываю, хочу нет. Это был ее выбор, она не хотела рассказывать. Но она не вырезала этот момент. Вопрос почему? А потому что не может человек, вот она не может рядом находиться с более яркой личностью. Тут дело не в успехе, нет, успех там, я думаю, Ксении достаточно успеха, более яркой. То есть тут такое чувство, ощущение серости своей, рядом с вот такой вот яркой, очень-очень яркой личностью. И, соответственно, здесь постоянно какие-то реванши я вижу. Знаете, вот слово за слово реванш. Попытки обесценить, но очень незаметные такие, очень, знаете, такие тонкие манипуляции, так скажем. Попал во все мои болезненные штуки, которые мне еще от папы достались. Вот ты сейчас сама для себя понимаешь, что это за штуки? Понимаю, что за штуки. Давай я сделаю свою, знаешь, как в казино, сделаю ставку, а ты просто скажешь, так это или нет. Может быть, проблема в том, что мужчины, которые, наоборот, вместо комплимента говорят тебе какую-то критику, может быть, они кажутся тебе просто в моменте более интересными, сразу же, какой интересный мужчина. Это же не так происходит. А вот как? Сейчас просто уже во всех мужчинах пытаются найти какие-то там нарциссические расстройства. То есть подгоняют, любого можно подогнать. Нарциссизм, в принципе, есть в каждом из нас. А ты Просто нарцисс? Я нарцисс, но в плане того, что я люблю красоваться, конечно, потому что любой артист, у него должно быть это. Иначе вот ради чего? Ты просто выходишь, чтобы на тебя никто не смотрел, никто не оценил, какой ты замечательный артист. Но у меня есть эмпатия. А вот у нарциссов, у настоящих, когда я вообще просто про это узнала, я сначала испугалась, думаю, говорю, а вдруг я тоже, а вдруг я такую боль всем причиняю? И даже не догадываюсь об этом. Потом глубже там, значит, зашла в эту тему. И, значит, эмпатия, она у меня есть, а там у человека ее нет абсолютно. Но в начале, когда ты туда заходишь, тебя окутывают заботой, тебе там повышенное внимание, все делают вот для того, чтобы привязалась ты и поняла, что ну вот это вот прям вот мужчина моей жизни. И красивый, и обеспеченный, и заботливый, и вот прям идеальный мужчина, уже чуть ли там детей от него там не хочешь. А потом начинаются какие-то странные вещи. Ну, например, я там сделала какой-то маникюр, я обычно всегда делаю однотон, но тут мне захотелось фольги цветной, потому что мы собирались в отпуск. И я просто без задней мысли, я говорю, тебе нравится? Он говорит, нет. Я такая, ну, привыкнешь. Ну, потому что мы же как 2 недели там собираемся быть без этого. И начинается такая истерика. Начинается просто, как он меня начинает прессовать.
и ведет к тому, что мы завтра никуда не летим, что я могу туда лететь одна. А я в шоке, думаю, господи, что я сказала не так? Как же так я натворила дел вообще? Да, я виновата, все, прости, извини. Ну, первое, вроде, ну да, наверное, я как-то, наверное, помягче. Не надо вот так, наверное, над мужчиной шутить. Такая классика, когда нарцисс портит или отпуск, или праздник. То есть что? Ему надо нагадить вам обязательно перед тем, как вы в предвкушении какого-то счастья, наслаждения, вот этих позитивных эмоций, да? Мы знаем, что нарциссы ненавидят, когда вам хорошо, соответственно, он обязательно вам изгадит настроение или перед поездкой, доведет до того, что вообще мы никуда не едем. Это очень-очень частая история. Ну, этот вот нарцисс какой-то по методичке, в принципе, она и сказала, что он такой, как из книжки выписали этого Васю. Вот, там перед праздниками все то же самое. То есть вот эти ногти, они вообще здесь, вот то, что она выбрала этот цвет, да, это вообще никак не относится к делу. Это только лишь повод. И то, что она ему пошутила, здесь я не вижу ничего такого. Вы встречаетесь, у вас отношения, ну просто шутканула, ну привыкнешь. Это не оскорбление. Вот потом просто Собчак это будет выворачивать как оскорбление. Пытаясь, это был не настолько огромный повод, чтобы вот это все устраивать, да, то есть обычно вот эти вот нарциссии, качели, вот эти вот всплески агрессии, они не соответствуют происходящему на данный момент. То есть они вообще даже рядом там не стояли. То есть вот как сказать, разгон вот этого скандала там вообще ничем не может быть объяснен. То есть, но я вам хочу объяснить, почему он это делает. Ну, чтобы спровоцировать ее негативные эмоции и испортить ей обязательно настроение. И когда у нее плохое настроение, ему, естественно, хорошо. Ну и чтобы потом там, да, еще сколько, на 2 недели, он по-любому бы не собирался там не ехать. Но уже, понимаете, вот этот стресс, вывести ее на стресс, а что может быть, мы не поедем, потом вывалить на нее чувство вины, то есть вы услышали, как она сказала, что я испытываю чувство вины, в смысле, за что, может, я сделала что-то не так, да все ты сделала так, ты ничего такого ему не сказала, чтобы получать в обратную такую агрессию. Это вот я сейчас говорю тем девочкам, которые находятся в подобной ситуации и думают, что если она повернула голову и посмотрела в правую сторону, и нарцисс на это за нее наорал, она не права, потому что это то, что пытается внушить вам нарцисс. И вот Настя на тот момент, будучи вот такой успешной, вот такой красивой, она думала так, чтобы вы думали, что вы виноваты, и вы будете себя винить. А если вы будете себя винить, вами легче будет манипулировать, да, вами легче будет управлять, и вы будете соглашаться также на меньшее. И, кстати, я вот думаю, вот что будет дальше, почему там пошло вот такое прогибание, да, и соглашение на меньшее, результат вы увидите чуть попозже. Сейчас дальше будем слушать, главное, чтобы я не забыла это, потому что это вот очень важно. Я думаю, что вот эта ситуация с прогибом типа «я виновата из-за ногтей», что я ему что-то не так сказала, скорее всего, повлияла на результат этой поездки. Ну, это немножко отодвинем сейчас, просто я к чему говорю, что вы видите, что здесь никакого повода для скандала и ссоры не было, но он устроил его на пустом месте, не просто так, ему нужно было что-то, какая-то нужна была выгода, и я примерно подозреваю, чего он добился таким способом, возможно, могу только предполагать, но, скорее всего, вот что-то подобное было, ну и в любом случае, если это не то, что я думаю, то просто вытянуть из нее эмоции, чтобы изгадить ей настроение. Вот, поэтому, девочки, вот таким образом вас провоцируют на негативные эмоции без какого-либо повода. И то, что вы посмотрели в правую сторону, не туда, куда нужно нарциссу, вы абсолютно не виноваты. Это все наигранный цирк специально, чтобы, опять же, вы стали слабее, чтобы понизить вашу самооценку, чтобы вы меньше просили, чтобы меньше вас вкладываться. Все, потому что в сахарном шоу он вложился, и он считает, что на этом мы закончим. Все, как бы, да, теперь пришло время платить. Вот что-то типа, когда начинается такое поведение, уже начинается обесценивать, чтобы вы поняли, да? Вообще, что вот ногти там какие-то. Далее, про Ксению. Говорим о Ксении здесь. Смотрите. Значит, ей говорит Настя. Вот она ей прямым текстом говорит, что я была у психолога, я попала в отношения с нарциссом. То есть она не просто так говорит, что вот так мне попался какой-то мудак, да, а может быть я виновата, то есть что-то вот... Нет, она говорит, что я пережила полную жесть, я была с нарциссом, я была у психолога. И, то есть, человек, которому невыгодна позиция нарцисса,
он поймет тебя, он тебя услышит и скажет, ну, блин, это же вообще жесть, это трэш и тому подобное. Ну, или просто будет как бы слушать дальше историю. Что попыталась сделать Ксения? Она попыталась Настю выставить вот какой-то вот дурочкой, что ей показалось, что это нарцисс. Ну, давай-ка, ну, наверное, потому что ты мужчин как-то не так воспринимаешь, да? Ну, может быть, поэтому тебе попался вот такой. То есть ты сама виновата, что он тебе попался. То есть она не сказала это прямо, но в ее вот вообще посыле была вот такая вот примерная, примерная речь. Вот я увидела такое с подтекстом, понимаете? То есть она не слышит ее, она не слышит, что он по факту говорит. Вот. И опять же, это будет исходить только от человека с той стороны, да, который этого не понимает, во-первых, ну или ему выгодно, чтобы вот нарциссы продолжали уничтожать эмпатов, да, ну то есть мстить, так сказать, за меня тоже. Вот. То есть она в любом случае на другой стороне, не на нашей, это сразу видно. Вот. Насчет того, что Самбурская сказала, что она нарцисс, вообще нет, тут никаким нарциссизмом даже и не пахнет, там 0 с минусом, она очень эмпатичная, очень эмоциональная, там просто эта эмпатия просто хлещет через горло уже, понимаете, и дело не в том, что она сказала, ну да, потому что я там, значит, актриса, мне нужно внимание и тому подобное, без нарциссизма здесь никак. Да, но это здоровый нарциссизм, это здоровый. Есть Филипп Киркоров, а есть Самбурская, тут большая разница, понимаете? Вот, то есть здесь человек получает вот именно то самое самоутверждение и удовлетворение через свою профессию. Вот так это абсолютно нормально развиваться и самоутверждаться за счет своей профессии, получать от этого наслаждение и кайф. То есть ты делаешь это из-за того, что ты развиваешься, тебе это помогает подниматься, да, тебе это помогает добиваться чего-то еще. Нарцисс, будучи той же звездой, он именно не этим наслаждается. Он наслаждается тем, что люди перед ним преклоняются. То, что ему вот так вот, там он как бы для них какой-то бог и царь. Вот это нарцисс. Он кайфует от этого, когда он выше других, когда он значимее других, да, популярность. Вот от этого кайфует нарцисс, если это звезда. Но в Самбурской я этого абсолютно не вижу, потому что она кайфует от своей деятельности настолько, ну это прям просто через край прет, это видно. Она кайфует от съемок, она кайфует от своих песен и также кайфует от того, что она делает. Вот у нее там, значит, свой бренд одежды, и там видно, что человек вкладывает душу, а нарцисс не может душу вкладывать, там души-то нет. Там будут чисто вот потребление, вот так сливки он будет снимать с вот этого поклонения, восхищения, да, вот своими теми же самыми фанатами. Вот это нарцисс. Да, а здесь вообще ничего. Она просто, видимо, не так поняла, да, что такое нарциссизм, и восприняла, что вот как раз здесь проявляются вот те самые поверхностные знания, даже если вот она молодец, она очень много проговорила про отношения с нарциссом, но все равно вот это вот где-то отложилась вот эта вот фраза из Википедии, что нарцисс нарцисс это тот, кто любуется собой. Ну, это ж вообще, ну, это просто, это уже 50 лет назад придумали, и это никак не соответствует тому, что из себя представляет нарцисс. Вот, и эта фраза абсолютно к нарциссизму не относится. Вот, поэтому давайте дальше. В общем, вот следующий рассказывает. Потому что он... Нет, я понимаю, когда ты там, ну, там, за тебя заплатили, что ли, надо как-то так это, вот, немножко... А тут мы летим пополам, я встречаюсь там в Дубае со своей знакомой. В общем, он сидит рядом, я что-то рассказываю, вижу на него какую-то... Я не могу, я должна это сказать. Девочки, моя любимая пополам. Вот, что я хотела сказать. Вот смотрите, ну, как бы, по-моему, что-то Ксения там пыталась... нет, вот, Настя же сказала, что он там какой-то успешный у нее, там, вот этот нарцисс был, да, какой-то успешный, какой-то такой весь молодец. И вот мне очень интересно, как, если он такой успешный, как, если он такой замечательный и самодостаточный, как он мог, мужик взрослый, как он мог себе позволить поехать в отпуск напополам с девушкой? Вот скажите мне, как? Поэтому я считаю, что, я, конечно, не знаю, может, я ошибаюсь, но это очень похоже на вот эту тонкую манипуляцию, значит, устроить скандал на пустом месте, вывести на чувство вины, чтобы она согласилась на большее. То есть, возможно, на тот момент у него не было в голове, там, знаете, ехать напополам, да, а тут он решил сэкономить, ну, потому что отношение уже свинское, понимаете, ну, трэшовое, уже обесценивание пошло, и он не хочет вкладываться, понимаете, а может, и не может, мы же не знаем его возможности, да, но, тем не менее, вот это напополам. То есть ты имеешь отношения с такой женщиной,
Ее хотят полстраны, камон. Тебе, блин, достался алмаз, можно сказать, и ты себе позволяешь, ты позорище, ты позволяешь себе вести эту женщину напополам. Какая разница, сколько она там зарабатывает, какая она там королева или нет, она женщина, все, ты мужчина, ты несешь не то, что за нее ответственность, но она должна чувствовать с тобой, как за каменной стеной. А как она будет с тобой чувствовать себя, как за каменной стеной, если ты, блин, напополам с ней едешь? Ты, блин, что, ее сын, что ли, я не пойму, или друг, или подружка. Вот для меня мужики без денег — это подружки, понимаете? Вот, это не мужчина. То есть, и вот, возможно, вот как я думаю, может быть, вот эти ногти, вот эта вот вся, значит, драма с ногтями, возможно, была для того, чтобы она почувствовала себя виноватой, и потом он завел бы разговор бы, вот то, что вот про пополам. Вот, возможно, это было так. Но почему это случилось сразу же после того, как они поехали? Ну, уже вообще тот факт, вот опять вот этот нарцисс. Вот многие мне там пишут, значит, в комментариях: вот, Эмилия, вы рассказываете только про нищебродов. А у меня был такой-сякой, а у меня был вот там какой-то вот он мне подарки дарил и тому подобное. Вот посмотрите, пожалуйста. Ну, вот, Самбурская, ну я ж не думаю, что она будет с каким-то нищебродом встречаться, правильно? Она будет как минимум своего уровня какого-то человека искать. Ну, как минимум, да? И что? Вот посмотрите мне, какой бы он ни был, они все равно все нищеброды. Нарциссы все нищебродны, в первую очередь душевные. И если ты в душе нищеброд, соответственно, ты будешь жадная, вот эта вот скряжестая, вот эта вот рептилия, которая ей будет жалко на тебя копейку даже потратить, даже если у тебя миллион на счету. Это Скрудж Макдак, понимаете? В человеческом образе. Вот. Поэтому здесь не важно, сколько он зарабатывает, важно его отношение к вам. И вот здесь я вижу полностью потребительское отношение. И вот эти пополам, поверьте мне, уже бы попозже, если бы она с ним подольше осталась, эти пополам бы превратились полностью в ее карман. Она бы обеспечивала его от и до. Мужчина, который вас любит, которому вы нужны, он не будет себе такое позволять. Какой попал? Опять же, он ее настолько не боялся потерять, что он с ней напополам полетел, понимаете? Вот, но тут еще вопросы, конечно, к Насте. Вообще, почему она на такое согласилась, да? Вот, там то ли отчаяние, то ли долго была одна, я же не знаю, как бы. Но какие-то свои были там у нее, видимо, причины, да? Вот, особенно, когда он проник вот в эти дыры, которые папа там оставил, да, где-то там ей вот эти дефициты забил, да, внимание, там, любви и тому подобное. И, возможно, она боялась как раз потерять вот это ощущение рядом с ним, да, которое он ей дал, и была согласна на меньшее уже, да, тем более после того, как он навесил на нее чувство вины, но это как я предполагаю, возможно, не так. Настя, я знаю, что ты смотришь, отпишись, пожалуйста. Вот, поэтому, девочки, вот посмотрите, как они действуют тонко, то есть он в любом случае своего добился, посмотрите, он на халяву, ну, я считаю, что это на халяву, когда ты едешь, блин, твоя девушка оплачивает половину, я вообще себе в голове такого не могу уложить, а тем более, когда, блин, ну, ты общаешься с человеком, который, ну, встречаешься с женщиной, которая добилась очень многого, и, кстати, вылезла сама вообще из, как можно сказать, из грязи в князи, понимаете, она не выходила из какой-то семьи олигарха, она сама всего добилась. И вот эта девочка, которая всю жизнь сама карабкалась, сама все добивала, имеет такого мужика, с которым она должна платить напополам. Это что за... То есть она добивалась из грязи там, да, вот карабкалась, а вот это чмо решила, значит, и вот постановила вот так вот на халяву, так спокойно съездить, слетать в Дубай напополам. С женщиной, которая тратит на него свое время, свое тело, и вообще, в принципе, ходит рядом с ним. Потому что он ничего из себя не представляет, понимаете? Ну, там не явно какая-то звезда какая-то бешеная, понимаете? Ну, это просто пипец, девочки. Вот вы видите, как все проворачивается, да? И в любом случае это уже, опять же, ногти и вот это напополам, это уже был период обесценивания. Она, возможно, даже еще этого и не знала. Но его вот поведение уже похоже на то, что он начинает сдирать свои маски, да. Значит, приехали они в Дубай, и, значит, они встречаются в Дубае с ее подругой, и она стоит рядом с ним, и у него была ворсинка на его свитере, ну, на кофте какой-то. Она просто ее вот смахивает, вот она рассказывает. На автомате что-то делаешь, там не замечаешь, продолжаю ей что-то рассказывать, опять что-то ворсинку, и он просто берет мне вот так вот руки откидывает. Я не понимаю, что произошло. Ну, в общем, мы досидели, потом выходим оттуда, и он начинает говорить: она черная, в ней черная энергия,
Я говорю, слушай, да она нормальная, она очень крутой там специалист. А она занималась чем? Эта девушка? Какой-то магией? Нет, не магией, вообще не магией. Нет, она вообще про бизнес. Я начинаю с ним спорить, что она нифига не черная, она нормальная баба. И он мне начинает, да какого черта ты начала при ней показывать, какая ты заботливая. А я как бы заботливая. Но в этот момент я даже не думала, что я что-то это делаю. Я просто снимала с его черной кофты, блядь, ворсинку. И начинается, да ты это, да ты... Мы приезжаем в отель, он собирается, просто уходит. У меня есть, ну, там, за границей у меня всегда страх я испытываю из-за того, что небезопасно. То есть, плюс я женщина, меня там всегда, мне кажется, что меня могут изнасиловать, обокрасть. И на следующий день он там уходит, сам поел, сам что-то это, сам ушел, сам пришел, вечером опять собрался и ушел. И вот так 3 дня. И не разговаривает со мной. И я в какой-то момент понимаю, что мне настолько уже как бы, ну, плохо от этого, прям, ну, что я подхожу и говорю, прости меня, пожалуйста. Он такой, ну, что ж ты сразу не извинилась? А дело в том, что как бы я и не виновата ни в чем. Понимаешь? И ты начинаешь понимать, что какая-то, наверное, хрень происходит. Что-то как будто вот не то. И тебя все больше и больше вот в это затягивает. Потом он начинает устраивать игнор, например. Я просто готовила борщ, потом уснула. Ну вот, насчет ситуации с вот этой вот женщиной, да, и опять же хочу обсудить реакцию Ксении на это. Смотрите, когда он начал... Во-первых, вы видите, да, что он неадекватно прореагировал на то, как она просто с него стряхнула ворсинку. Почему он так прореагировал? Почему? Потому что ему как бы любое какое-то действие, ну, у них там же перевернуто все в башке, это раз, и, скорее всего, ему показалось, что она пытается его контролировать каким-то образом, там, как-то пренебрежительно с него снять ворсинку, ну, или посчитала, может быть, он посчитал, что вот она показывает, что он грязный там перед этой женщиной. Ну, у них все что угодно в башке может быть. Опять же, если вот этот накал уже начался, а он начался еще там дома, продолжился он вот этим пополам, а теперь они прилетели, у него сейчас будет бзик на бзике. Вы видели, что они прилетели в отель, все, приехали в отель, он начал игнорировать ее, начал туда-сюда ходить. То есть здесь опять, я считаю, возможно, было какое-то потребительское отношение, может быть, он что-то с нее имел. Может быть, да, может, связи, может, деньги, я не знаю, она ничего не говорит, но тем не менее, в любом случае, скорее связи, потому что у нее связи есть, возможно, вот он этим пользовался, но в любом случае это уже пошло обесценивание, но с этой женщиной, вот он начал про нее говорить, ты видел, что она черная, да, и вот у меня первая мысль, которая возникла сразу же, что этот нарцисс пытается меня столкнуть лбами, зная вот кто такие нарциссы, он меня пытается столкнуть лбами с вот этой женщиной, так как видит, что у меня с ней налажены хорошо отношения. А нарциссы это терпеть не могут, и ему обязательно нужно насрать. Вот, в вашем общении, да, соответственно, он будет или, значит, ей про меня какую-то гадость говорить, или мне про нее, то есть он, скорее всего, видел отношение этой женщины к Насте, может быть, она ею восхищалась, в общем, как-то вот он себя почувствовал ущербно рядом с ней, да, может быть, внимание какое-то, значит, Насте очень много эта женщина давала, и он почувствовал себя вот этим вот, ну, тем, кем он есть на самом деле, то есть ему недостаточно, видимо, внимания уделили, и, конечно, ему надо ее обесценить. Вот что первое у меня в голове, ну, и опять вот это черное, ну это бред, вот это магическое мышление, да, нарцисса. Ну и вообще, это понятно, что это провокация. Вот для тех, кто знает о нарциссах. Что говорит Ксения? А что, она магией занималась? Ну, то есть у нее даже не возникло такое, вот тебе девушка сидит уже полчаса, рассказывает, что у нее было отношение с нарциссом, и ты задаешь такие вопросы, а что, она магией занималась? Ну, то есть, понимаете, ну, я уже говорю, она не в нашей команде, это раз, во-вторых, как бы там, опять же, видимо, она мыслит вот с той колокольни как-то вот так, вот, то есть она такой вот как-то вот коридорненько так, да, мы не видим вообще, почему это все говорится, да, какая причина? А причина-то такая, что он почувствовал себя униженным, недооцененным. Видите ли, не дали ему внимания, ворсинку с него стряхнули, понимаете? Ну, ворсинку стряхнули, это вообще пиздец. Это ж, ну, где тут повод для вот этого скандала, да? Вот, поэтому, ну, вот, очень интересная реакция Ксении. Далее, что? Приехали в отель, он начал туда-сюда сливаться, зная, что она боится оставаться одна. Она говорит, мне даже вот в магазин надо выходить с кем-то, если я одна за границей, я боюсь. То есть он это прекрасно знает. И он что делает? Он давит на ее страхи и специально начинает уходить, исчезать, чтобы ее доводить. Я просто вырезала, там долго это все было, но она говорит, для меня это прям проблема.
Я реально боюсь, потому что я вот девочка, мне вот кажется, что меня там кто-то чего-то где-то, да, и я боюсь, то есть со мной нужно вместе выходить, как бы, да, ну, что я с мужчиной приехала или с кем. Да нет, ты с попалаймщиком приехала, в смысле, что ты хочешь от него? Вот тебе, пожалуйста, вот, когда мы изначально не обрубаем такое отношение, мы потом, ну, вот не соглашаемся на такую поездку, да, с попалаймщиком, даже позорище, так мы и получим такое отношение. Плюс здесь еще нарцисс у нас, и он специально ее доводил. Вы что думаете, он просто так ее начал игнорировать, кидать в отели одну, ходить сам там по ресторанам, потом по каким-то супермаркетам и возвращаться ночью? Для чего? Для того, чтобы наводить побольше тревожности ей. Если она будет тревожна, значит, она не насладится этим отдыхом, значит, она не получит удовлетворения, то есть он подавлял ее личность. А личность у нее, как видите, непростая, то есть она так золотая, так скажем. А как раз чем сильнее личность, чем она ярче, чем он чувствует от вас больше угрозы, тем больше он будет вас продавливать и уничтожать. То есть он получит намного больше кайфа, когда он уничтожит именно такую личность, да, чем он уничтожит личность, которая там не сопротивляется, да, и как бы что-то вот прямо вот хорошенько так прогибается. Вот, и он будет давить на самые больные точки, вот прямо-таки, как изначально он это делал, а вот теперь он просто давит на ее страхи, чтобы она была слаба, и что в конце получилось? Она опять извиняется, посмотрите, вот она опять извиняется, непонятно за что, где, как вообще, то есть видите, вот даже вот Самбурская та же, она не заметила, как это все с ней произошло. А потому что пока он ходил туда-сюда, бросал ее, она боялась, у нее поднималась тревожность, она знает, что только он в этом городе находится, да, больше никого нету. Соответственно, что? Самое большое ее желание будет, это чтобы он был рядом, потому что она боится оставаться одна, он ей нужен, и он это прекрасно знает. И что он делает? Он ее провоцировал на эти извинения, на вот эти прогибы, понимаете, своим дефицитом, своим отсутствием, да, и также вот провоцированием того страха. И он этого добился, вот. И почему она извиняться стала? Да потому что она уже все, она в панике была. Конечно. И, в принципе, ты что, я сюда одна, что ли, приехала, понимаете? Если она, тем более, боится за границей везде одна, она одна и не ездит, понимаете? Она с тобой поехала, чтобы на тебя как-то опираться, как на мужчину, а это что? Ну вот представьте, какая-то гадость. То есть он, зная ее страхи, он просто на них играл. И это очень-очень мерзко. Но это очень срабатывает обычно. И вот он, понимаете, почему такие люди попадаются на нарциссов? Потому что он тебе не подойдет, сразу не скажет, знаешь, я мудак, все. Нет, он выберет вот как раз те вот слабые местечки твои, вот эти вот, он на них узнает. Вы что думаете, на сахарном шоу он про вас так все расспрашивает? Он вас считывает, он подстраивается, и также он всю эту информацию поглощает, чтобы потом, когда он начнется заниматься обесцениванием и отправлять вас в утиль, он будет давить на эти точки, а вы не заметите, потому что вы уже забыли, что вы ему об этом говорили, понимаете? А он-то все помнит, все. Просыпаюсь, начинаю с ним разговаривать, понимаешь, что он со мной не говорит. А это Новый год. Ну вот смотри, ты же понимаешь, что на любую ситуацию, особенно если ты работала с психологом, есть всегда и другой взгляд тоже. Да, но у него нарциссическое расстройство личности. Просто прям по учебнику берешь, и вот у него все классические проявления нарцисса. Все. Но ведь на любую ситуацию вот ты привела конкретный пример. То есть я вообще не знаю, кто этот человек, и точно я его не защищаю. И я только ориентируюсь на то, что ты рассказываешь. Ты рассказываешь свою часть истории про то, что вот он сделал. Приводишь конкретный пример с маникюром. Да, что, ты сделала красивый маникюр, сказала ему, ничего, потерпишь, а он устроил истерику, испортил тебе настроение. Хорошо, извини. А с его стороны, условно, если бы он пришел к психологу, он бы мог сказать, слушай, она проявила по отношению ко мне дикую агрессию, потому что когда ты мужчине, который живет с женщиной, успешной, хорошо зарабатывающей, когда такая женщина говорит, ничего, потерпишь, он может считать в это совершенно другой посыл. И считать агрессию, что... То есть она мне сейчас сообщает, что да мне вообще плевать на твое мнение, потому что твое место условно у параши. Ты будешь терпеть то, как я буду красить ногти, и то, что я буду делать. На это мужчина, потому что задета его самооценка, начинает в ответ говорить тоже тебе что-нибудь там плохое и гадкое. И дальше, но, по сути дела,
Для тебя старт с его фразы «мне не нравится», но ты ведь спросила его мнение, он тебе честно сказал «мне не нравится». Ну, что А такое для сказать? него Ну, старт, потерпишь, ну, ха-ха-ха. Это а не для было него старт потерпишь. с Это, твоей знаешь, есть агрессией, разница. понимаешь? И в этом смысле получается, что в любом конфликте то же самое, то, что ты второе сказала по поводу убранной. Это известный факт. Вот я уверена, это интервью будут разбирать. Так что психологи вам в путь. Считается, что акт скрытой агрессии, ну, то есть это не я придумала. Это вот когда ты говоришь, там, и с ребенком, и с кем, человек что-то говорит, ой, дай я тебя поправлю, ой, давай я тебя. То есть это как бы ты человека немножечко, у тебя там все в порядке, я просто продемонстрировала. Это как бы ты обесцениваешь... Руку убрала от меня. Обесцениваешь... Заботливая. Нормально да. ты себя чувствуешь, когда тебя так, да? А тебе вот нормально, я тебя начну вот так вот. Понимаешь, вот так человек разговаривает. Ты Но считаешь, это что это я реакция. его... Это считаешь, что это нормальная, адекватная реакция? Смотри, еще Нет, пример. смотри, она не Подожди. то, что адекватная. Да подожди, да я тебе еще расскажу. Но это так... Я уехала куда-то там в Подмосковье, мы это снимали. И вы видели, как Ксения не дает вообще ей сказать. То есть Ксения не хочет слышать правду. Ксения не хочет слышать причины, почему это вообще получилось. Она просто пытается с какой-то там другой стороны рассказать ситуацию. То есть здесь опять же я вижу обесценивание Анастасии, то есть каким образом? Ну, если ты работала с психологом, ты должна знать. То есть, ну, типа, как бы ты немножко, как бы, ну, не догоняешь или что, но если ты действительно работала и проработала и делала выводы, я подразумеваю, что ты их не делала, то есть вот я в этом вижу такой посыл, понимаете, то ты должна знать, что обычно у ситуации две стороны. На что ей говорит Настя, какая вторая сторона, если там диагностированный нарцисс? Все, и на этом диалог должен закончиться. Вот с человеком эмпатом, с человеком нормальным, да, здоровым. Но Ксения продолжает, она все равно опять настаивает на том, что вот, ну ты же все равно должна быть вторая ситуация. И тут абсолютно упускаются моменты какого-то прошлого, да, она начинает про эти ногти, но вот если бы ты сказала, значит, вот мужчине, да потерпишь, а вот он оскорбится, в смысле, оскорбляется 5-летний ребенок на такие шутки. Это действительно, я, вот честно, девочки, я ничего обидного здесь не вижу. Вот сейчас я скажу своему мужу, нравятся мои ногти или нет. Я постоянно с этими ногтями подхожу к нему вот так вот, значит, ему прям перед носом делаю, ну, как и все мы, я просто больше чем уверена, да, это уже мемы по всему интернету. И ему очень часто не нравятся мои ногти. Ему вообще не нравится, что у меня длинные ногти, например. Ну и все, как бы, и я как продолжала эти ногти делать, так и прихожу и показываю ему длинные ногти. Нравится ему или нет. Главное, что они нравятся мне. И если бы я ему сказала, ну ничего, потерпишь, я, по-моему, так и говорила когда-то, может быть, ничего, но я вообще ничего даже не услышала в ответ. Ну, потому что, когда у человека есть, как бы, ну как может быть обидная вещь, ну, потерпишь мои ногти. Я же тебя не нахуй послала, правильно? Я же тебя там не оскорбила как-то. То есть вот такие вот вещи, почему он так агрессивно это воспринял? Потому что здесь он потерял контроль, понимаете? Он потерял контроль, потому что он сказал, что мне это не нравится, то есть ты срочно должна бежать и переделывать свои ногти. Все, вот чего он ожидал, потому что он-то думает, что как бы у него же план сделать из вас вот ту самую рабыню, которая будет слушаться всех ваших вот этих, все мои приказы. А тут она сказала, ну как бы ничего, потерпишь. Все. Вот поэтому была такая агрессия дикая, потому что они контролеры, для них очень важен контроль, и чтобы его мнение учитывалось в первую очередь. А это значит что? Чтобы у тебя своего мнения не было. Поэтому нарцисс будет так агрессивно на это реагировать. А Ксения это пытается представить. Ну, опять же, я говорю, там еще была какая-то вот выгода. Скорее всего, вот это пополам меня просто не оставляет в покое. Вот этот трип пополам. Вот. И Ксения говорит же ей, что она пытается ей сказать, что он оскорбился, что он это... Ну, в смысле, мы тут говорим о взрослом мужчине или мы говорим тут о 5-летнем ребенке? Вот тоже мне что-то непонятно. Почему вот пытается Ксения это все оправдывать? Вот. Ну, потому что Ксения не хочет, чтобы мы добирались до глубин нарциссизма и до причин, почему нарцисс себя так ведет. Опять же говорю, потому что она с нами не в команде, понимаете? И всеми фибрами души она пытается незаметно, да, вот так, невербально
оставить вот эту вот самбурскую виноваты. Виноваты. И вот с этим мы сталкиваемся. Я не говорю, что самбурская там ангел там воплоти. Да, она тоже много чего косячила, много чего делала, и каких-то идиотские поступки, мерзкие, там, и она там сралась с вот этим татлером, не татлером, какие-то детские вот эти шутки были. Но в любом случае, я, например, от нее не чувствую вайба вот этого робота, вот этого металла. Здесь у нее вот реально это человек души, но мы все эмоциональны, мы все имеем право на какие-то ошибки, когда мы люди, да, но она хотя бы не нарцисс. Но вот то, как сейчас себя ведет Ксения и будет вести себя далее, это вот как раз, когда я смотрела это интервью, вот и знаете, я просто вот ощутила себя вот в этой атмосфере, вот когда ты сидишь, и ты только одна знаешь, что с тобой происходит, и вокруг тебя сидят вот куча людей, и ты пытаешься что-то вот сказать, да нет, ну это же не так, ну я же чувствую внутри по-другому, он же там делал то-то, 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 а это я только могу чувствовать, понимаете? И я сижу, и мне никто не верит, и вот поэтому вот очень многие остаются в этих отношениях, потому что вот те, кто тебе не верит, они вот так же, вот как Ксения, пытаются тебе рассказать, а ты же сама тоже... Посмотри на себя, да, то есть пытаются тебе рассказать, что человек, который неадекватно реагирует на адекватные действия, ты воспринимаешь эти действия неправильно. То есть не он, психопат, орет на тебя вообще на пустом месте, потому что ты задела чем-то там его эго, вот это гнилое, а ты виновата, понимаете? И вот этой поддержки у очень многих нет. Вот когда тебя никто не понимает. Когда тебя никто не слышит и пытаются еще на тебя обратно вот навешать, переложить эту вину, что, значит, или там, да ты раздуваешь из мухи слона, ты преувеличиваешь, знаете, вот это вот все. Она только что сидела, говорила, у меня волосы выпадали, у меня была депрессия, я там похудела или что там с ней было, я на депрессантах сидела, а ей говорят, да тебе просто показалось. Ну, это ты, наверное, где-то накосячила немножко сама. Так Вася-то и не виноват, да? Надо было тебе по-другому себя вести. Это вот, знаете, из серии «Будь мудрее». Вот. Давай рассмотрим вторую сторону. Ну, ты, наверное, была быть мудрее, Настя. Вот. Понимаете, это такое, как будто бы чувствуешь себя в доме сумасшедших, которые тебя вообще не слышат, да, и себя ты единственным ощущаешь в своем уме, но это ты будешь ощущать до тех пор, ну, минуты 2-3, да, пока на тебя все вот так не насядут сверху и не скажут, да нет, сумасшедшая здесь ты, а мы все нормальные, понимаете? Вот что происходит с жертвой, загнанной в угол. Это вот хорошо там эта Ксения, да, Настя, она уже все это проработала, на нее вообще это никак не действует. И вы видели, как она пытается ей что-то сказать, она ей не дает, она тоже. А вот он поступил так, потому что ты с него стянула, это какое-то оскорбление. Чё, блядь? В смысле? Она просто сняла с него эту долбаную ворсинку. Какое здесь нахрен оскорбление? Ну, потому что ты вот так вот как-то пренебрежительно, может быть, вот, ну, он почувствовал какое-то унижение, что, типа, ну, смахнулась с тебя, вот, как будто бы ты вот на позицию выше. Опять же, здесь Ксения судит по себе. Скорее всего, она в жизни вот проворачивает подобные сценарии с людьми, да, вот, откуда ей знать вот это чувство пренебрежения, вот это чувство таких двойных комплиментов, да, откуда? Ну, потому что она сама применяет это на практике, понимаете? Она сейчас перекладывает свои проекции на Настю. Вот и все. Я больше уверена, что Настя, когда снимала эту пушинку, блин, я не знаю, она даже и не имела это в виду, ну, сняла эту нитку и все. Это здесь вообще, я вообще не понимаю, чем мы это обсуждаем даже, вот вообще, зачем мы обсуждаем этот момент, понимаете? Вот, поэтому здесь, конечно же, его реакция, посмотрите, то, что у него там тараканы в голове, и как он это воспринял, это его, блядь, проблемы, понимаете? Но нарциссы всегда эти проблемы переваливают на нас, вот эти свои комплексы, то есть воспринять, что с тебя сняли нитку с твоей кофты, как оскорбление, но это может только больной человек, нарушенный, да, не способный вообще отличить нормальность от ненормальности. И это нарцисс. И, соответственно, он ущемился за то, что с него нитку сняли, он перевесил все на тебя, еще обвинил. Ну, это же бред, это же бред. И самое смешное, что Ксения пытается это все оправдать. Сказать, что ну да, он наверное, то есть прочувствовать его, пытается прочувствовать его чувства, когда с него сняли нитку. Это вот просто, ну это зазеркалье, вы вообще видите, что вы зазеркалье сейчас? Ну это же бред, это же
Просто бредятина. Вот. Я же говорю, я вот с этим интервью, я чувствовала себя, вот я сижу вокруг меня, все на меня орут, обвиняют, как бы все. И никто не слышит, никто не слышит. Вот, пожалуйста, вам жизненная ситуация. Вторая сторона. Да если бы эту вторую сторону позвали, да он бы всем бы так мозги бы засрал, чтобы и так и оказался хорошим, а Настя плохая. Поверьте мне, как это они успешно делают, когда идут к психологу. Потом этот психолог сам становится нарциссом вместе с этим нарциссом. Что вообще происходит? А это им невыгодно, понимаете? Звоню, и он со мной очень как-то странно разговаривает. Я не понимаю, в чем дело. Ну, как бы, не разговаривает, окей. На следующий день он мне там не желает доброго утра, не называет меня лисичкой, еще что-то. Да? То есть я его спрашиваю, говорю, что случилось? Просто объясни, что не так, вот что я сделала? А он так, знаешь, так вообще, как бы, никак, типа, вот просто вот прям прекращает общение. Я говорю, так что произошло? Он говорит, у меня был день рождения моей дочери, и ты меня с ним не поздравила. А у нас как бы 3 месяца отношений. Ты считаешь, что это адекватно? Что тебя постоянно вот прям вот так вот. Это с твоей точки зрения. Да и не с моей точки зрения, он Посмотри на себя, нарцисс. ты жесткая Да я с ним так не бабища. разговаривала, Да ты потому что я совсем не так влюблена была страшно. разговариваешь. Не разговаривала. Я Да уверена, просто- он нет, психолог просто сидит тоже это рассказывает. Она на сидишь, меня подожди, наезжала я все забыла, время. Я забыла. Короче, ты меня сейчас провоцируешь. Не надо меня провоцировать. Ты мертвого из могилы достанешь. Вот ты сейчас из меня я достала из теперь меня виновата. Ты же тоже не чувствуешь, что ты в этот момент его так немножко принижаешь. Важность того, что человек говорит. Понимаешь? Вот видите, она просто не сдается. Ксения не сдается. Вот что бы ей ни говорили, она не сдается. Она топит за Васю и пытается доказать Насте, что ей показалось, что она имела дело с психологическим насильником. Да? Опять же, вот эта ситуация с днем рождения дочери, которую она никогда в жизни не видела. То есть, вы понимаете, это вообще бред. Придумать какую-то там дочь, какой-то день рождения, и почему она вообще должна поздравлять эту дочь. То есть, как бы там еще не те отношения. В общем, это бред. Но опять скандал на пустом месте. Но обычно, опять же, это происходит, когда уже дорога в утилизацию, и, скорее всего, там появился какой-то параллельный ресурс, возможно, да, и он уже, почему нарцисс начинает себя так вот нервно вести и искать постоянно какие-то вот скандалы, да, потому что ему надо уже сливаться, и его бесит, что ему приходится все еще оставаться здесь, тратить свою энергию на этого человека, соответственно, а он-то весь уже там, у него там уже все планы, понимаете, а здесь надо, вынужден, потому что что-то, Самбурской, видимо, что-то там не то, что что-то там, и все, понимаете, а он просто не может себя контролировать, не может контролировать свои вот эти вот маски, с ресурсом, который он собирается утилизировать, потому что уже все, у него не хватает вот этих ресурсов продолжать держать маску. Тем более еще, опять, он в ней ошибся глубоко, нарциссы очень часто ошибаются, он рассчитывал на то, что она настолько зависима, что сейчас вот она будет терпеть всю эту дичь, что он творит, да, и он будет сидеть на 2 стульях. Вот, скорее всего, потому что вот такая наглость, вот такое проявление нарцисса к партнеру, это только когда у него уже что-то параллельное там получилось. Не знаю, знает ли Настя, или что-то она нашла, не нашла, но по сценарию это так, понимаете, вот такая резкая смена, вот прям вот такое отторжение, пренебрежение, и опять же скандалы на пустом месте. Вот, Ксения это сама Вася. Мы же тут как раз и говорим, если нарцисс, то Вася, да, а что, Ксения тут топит за нарциссов, это вот видно, то есть тут дело не в ее партнере, в Настином конкретном, а в поведении человека, которого Ксения даже не знает. И она настолько чувствует это поведение близким себе, что она пытается это оправдать и сказать, что нет, это нормально, это тебе показалось. Она газлайтит весь эфир. Вы видите? Она пытается ее газлайтить весь эфир, но та не дает. Вот я же говорю, Ксения немного уже начинает накаляться, напрягаться, потому что Настя не поддается ее манипуляциям. Вы видели, как она ее хорошо поймала, вот прям вот в точку. Она говорит, ты меня провоцируешь. Ты меня провоцируешь, я вижу это, молодец, она большая молодец, то есть, видимо, хороший психолог ей попался, вот, потому что она же видит в ней уже тоже, она же видит в Ксении вот эти все отголоски того Васи своего, она все это видит, соответственно, к ней сразу приходят инсайты, что это какое-то похожее поведение, и она
поняла, что да, ты же меня провоцируешь, потому что тот Василий меня также провоцировал. Молодец, красотка, хорошо отстаивает себя, умничка, вот так и надо, понимаете, вот так вот учимся, девочки. Его тоже немножко так хуяк, немножко. Мне в таком случае вообще не нужно с ним разговаривать и сидеть от него за километр, чтобы ничего из моего поведения он не считал как бы как провокацию, агрессию и прочее. И лучше бы нам вообще было бы не встречаться на этой планете. Ну, это ты сейчас уходишь. Нет, просто нужно, ну как бы его реакция, она Вот неадекватна. сидит человек, давай сейчас ушли от него. Вот сидит человек, у него крошка, допустим. Есть же два Если я не способа. засосу эту крошку Нет, тебе, подожди, я ну, тебе смотри, скажу. есть два способа убери. убрать. Вот смотри, если ты проявляешь скрытую агрессию, ты берешь там, Нет, ты мне убери сейчас крошку. пытаешься меня убедить в том, что, говорю, о чем есть уже написан не один труд, и как бы это очевидные вещи. Ты просто не понимаешь, в каком я состоянии эмоциональном находилась. Когда ты прям вот на крючке, когда тебе дали заботу, дали внимание, понимание и все, а потом тебя начинают потихонечку, там, медленно, там, не знаю, как с чем-то сам убивать, например. Понимаешь? И то есть, я говорю, я стал толстеть, я вообще перестала практически там обращать, ну, в смысле, там, заморачиваться по поводу работы, по поводу собственного развития. И так очень многие женщины из себя теряют, и они находятся вот в этих... Это нужно иметь огромную силу воли для того, чтобы взять и выйти из этого ада, в который тебя погружает этот человек. Но это невозможно, это очень тяжело. Говорю, у тебя хихоньки-хахоньки, ты просто никогда не была в таком, ты никогда этого не испытывала. Так, а может, он... Красотка, я прям похлопать, девочки. Я думаю, что вы сейчас все хлопаете, потому что вы услышали то, что каждая из нас, кто был в этом говне, прочувствовал просто всеми клеем. У меня вот сейчас прям вот мурашки по коже. Настюха красотка, все, она мой кумир теперь. Ну, она прямо вот, ну, понятно, я вижу, что она говорит словами своего психолога, явно она хорошо очень прокачалась, она умничка большая, но самое главное, что она это все знает. Она это говорит не просто потому, что она где-то это прочитала, она это все прочувствовала на своей шкуре. И она абсолютно права, то, что надо иметь реально огромную силу воли, чтобы из этого выйти, потому что те, кто сидит в зависимости, знают об этом, да, как трудно заблокировать, как трудно не отвечать на пинги, как трудно не идти на контакт с этим чудовищем, оно же возвращается. И к ней, кстати, тоже оно возвращалось, понимаете? Почему она в депрессию ушла? Она же самый эфир вот начался, с чего у нее? С того, что она говорит, у меня была депрессия, а потом, потому что у меня были возвраты, и она говорит, я попала на нарцисса. А возвраты куда? Потому что он ее пинговал. То есть вот эта вся депрессия у нее началась не когда она с ним рассталась, а когда она, видимо, от него сепарировалась, и это чмо начало к ней возвращаться. Вот когда это было, понимаете? Вот, ну то есть, ну Ксению не пробьешь. Ксения у нас, правильно она говорит, ты никогда в таком не была, потому что она сама такая, что ей в этом быть? Вот, естественно, она ничего не поймет. Ой, ну еще, кстати, Ксения здесь очень такую вещь скажет про нарциссов. У меня такое ощущение, что вот она знает, вот она очень мало знает о нарциссизме, или она знает только ту часть, которая выгодна ей, вот, и вот какие-то базовые вещи, она вообще как бы, может быть, она боится залазить вот именно в изучение нарциссизма, потому что боится встретиться с собой, возможно, да, потому что очень-очень поверхностные знания, и вот эти все сравнения с какие-то вот примеры, которые она приводит, они вообще на такой поверхности лежат, то есть вообще знаний ноль просто о нарциссизме, но вот где-то сейчас вот что-то проскочишь, с чем я вообще не согласна, из чего я на это взяла. Это говорит о том, что, ну, вообще человек не приближен к этому, хотя у нее столько было героев, там, да, вот у нарциссизма очень многие ее интервью касались. Ну, вот я вот вижу, что там, вот у нас это Степановой там тоже, да, у нее было, да, она ее там все пыталась клевать, да, тоже там вот про нарциссизм было много вот этих вот движений, по-моему, Степанова ей сказала, что она нарцисс. Вот, хотя Степанова сама говорит, что она нарцисс, в общем, там не это, черт ногу сломит. Но дело в том, что вот просто пытается человек, знаете, просто выглядит смешно, когда ты не в теме, и ты пытаешься что-то там, какие-то вот свои, значит, давать вот эти вот примеры,
что-то там пытаться брать позицию поучающего, потому что здесь позиция вот того самого гуру-учителя, я вижу, что он пытается, значит, этой Насте внушить, что она не права, и ты, значит, исправляй себя, посмотри внутрь себя, кто с тобой вот этой вот хабалкой вообще сможет рядом находиться. То есть, понимаешь, меняй себя, чтобы нам было удобнее тебя ломать. Вот я вижу в этом такой посыл. Ее не устраивает. То есть, ну, Настя для нее неудобная, очень неудобная, ее это прям вот видно, что ей некомфортно, Ксении некомфортно рядом с ней. Поэтому, девочки, добивайтесь такого уровня, чтобы нарциссам было с вами некомфортно. Это отличное чувство, поверьте мне. От тебя ждала этой эмпатии. Может быть, я к тому говорю, что вы с ним в чем-то похожи. Мы Один едем в нарцисс машине. не может не быть с другим нарциссом. Мы Я едем это в по себе машине. знаю тоже. Мы едем в машине. А он начинает... Вы слышали, что она сказала? Вы слышали, что она сказала? Она говорит, он от тебя ждал вот этой эмпатии, это то как раз вот, что нарциссы хотят обычно получать от эмпатов, да, это раз. А во-вторых, она говорит, что один нарцисс не может быть с другим нарциссом, я это по себе знаю, это сказала Ксюша. То есть, видимо, Ксюша в курсе, да, это раз. Во-вторых, она уже дает диагнозы Насте, что она нарцисс, не имея вообще понятия даже о нарциссизме, то есть вот эти элементарные, вот эти вот мизерные вот какие-то примеры, которые она рассказала, Ксения увидела совершенно с другой стороны, со своей колокольни вот этой нарциссической, да, и абсолютно в глубину туда, ну я говорю, она боится туда лезть, в эту глубину, но тем не менее, и она уже себе там, ну типа нарцисс с нарциссом, то есть она говорит это как-то тихо, да, ну чтобы не мало кто услышал, но я-то услышала, я думаю, вы тоже, и потом признается то, что она сама нарцисс, но вот к чему я веду. Она говорит, что нарциссу с нарциссом, ну, мы не можем быть вместе. Опять ты тут споткнулась, Ксения. Нарцисс с нарциссом, нарцисс с психопатом. Вообще, это пазл может быть на всю жизнь, поверьте мне. А это будут люди, которые будут жрать друг друга и вот так качать, и искать себе жертв на стороне, чтобы подпитывать, да, вот эти свои отношения. Так даже интереснее. И, кстати, насчет Ксении... Зная ее отношения вот с этим мужем, который у нее сейчас приходит, там вот они, значит, женаты с этим мужем, я забыла, как его зовут, режиссер какой-то у нее. Но я, конечно, не просто буду судить по информации в интернете. Вот что там про него говорят? Господи, там что только не говорят про него. И даже взять их свадьбу вот в этом гробу или что они там выезжали, блин, ну это может сделать только два нарцисса, понимаете? Вот такую свадьбу. Помним, да, как у нас Ксения с ним вот выезжали они в гробу, да, вместе. Предложила сделать свадьбу в гробу, ну, я не знаю, он бы, наверное, меня послал нахер, и больше бы мы с ним не увиделись. Но здесь их совпали желания, понимаете, но это чисто вот нарциссичие, это когда, на нарциссе, это когда вот ты реально кайфуешь от вот этого экстра внимания, вот такого, что посмотрите, вот мы как бы себе можем вот это все позволить. Во-первых, это стоило очень дорого, я помню, во-вторых, ну, то есть вот это понты вот эти, и они сошлись в этом, они это, друг другу в этом подошли, то есть там, скорее всего, тоже нарцисс. А с чего она взяла, что нарцисс с нарциссом не может? И плюс про похождение мужа, опять же говорю, это информация в интернете, это все там что-то где-то. Вот, и, конечно, не буду ни в коем случае там утверждать, что это так, но судя по тому, что вот какие-то есть новости, ну, блин, там как раз-таки похоже, что там тоже у нас два нарцисса. И Ксения, вот она не хочет признавать или что, я не пойму. То есть, ну, вот эта информация, что нарцисс с нарциссом не можем, это абсолютное обнуление, вот сейчас обнуление знаний Ксении в плане нарциссизма, потому что нарцисс с нарциссом очень долго прекрасно себе может уживаться. У меня есть как статья в Телеграме на эту тему, так и, значит, есть стрим, там я рассказываю про Кэрри и мужчину ее мечты, секс в большом городе, да, там же тоже у нас два нарцисса. Но не в этом дело. Еще у нас есть в Телеграме замечательный пост, там, где мне нарцисска писала в комментарии под Ютубом, она писала, что да, я нарцисс, и мой муж нарцисс, и да, мы любим качели, мы друг друга раскачиваем, мы друг над другом издеваемся, и что-то там еще она такое понаписала, то есть она конкретно, это был не стёб, это была реальная нарцисска, потому что она уже много лет на моем канале, все никак, я ее не блокирую, пусть сидит, она ничего такого не пишет, ни оскорблений, ничего, но она, вот я же отслеживаю комментарии, там можно увидеть, что она еще писала, это действительно нарцисс, даже по ее тексту я все это вижу, и она же с мужем, и она над ним издевается.
А он это принимает, то есть там она какой-то нарцисс, я не знаю, потому что я эту женщину не знаю, какой-либо, а он явно жертвенный, потому что он принимает все эти издевательства, понимаете? Прекрасно нарцисс с нарциссом может существовать, ребят. Для них вот эти измены, качели, вот эти вот какие-то драмы, итальянские страсти, они живут за счет этих эмоций. Они вдвоем вам в кровати могут сидеть и ржать над своими любовниками. У кого жопа больше, у кого там сиськи маленькие, понимаете? Вот что такое нарциссы в паре. Это вообще просто вот, они, если их объединяет какой-то общий враг, это вообще там на всю жизнь может быть. Поэтому что-то Ксения тут немножко просчиталась. В общем, поехали дальше. Говорить про девочку пятилетнюю, про пятилетнюю девочку. Вот эта вот косая, кривая, убогая. Она там что-то это, я говорю, подожди, ну она же ребенок, ну нельзя так. Сидит вот такой мужик, понимаешь? Вот так вот разговаривает. Я говорю, подожди. Не надо меня перебивать! Я выдохнула, собралась, решила, что я сейчас, как бы, я не заплачу. Я говорю, ты не хочешь извиниться? Он говорит, за что? Он говорит, ты меня сидишь, перебиваешь. Я говорю, подожди, все люди, которые тебя перебивают, ты с ними со всеми вот так вот разговариваешь. И вот это вот был последний день. То есть мне вот этого хватило. Раз, ребенок, два, это просто как бы, ну вот ниже было некуда. И он потом еще после этого появлялся, имел наглость. И это очень сложно не вернуться как бы туда-обратно. В каком-то смысле все наши встречи с людьми. Вот про ребенка. То есть мы помним, да, она сказала, что они ехали в машине, он увидел какую-то маленькую пятилетнюю девочку и начал вот так ее оскорблять. Опять же, это говорит о том, что нарцисс явный, да, но почему они вот так легко ему оскорбить ребенка? Ну, потому что он сам ребенок, и он не чувствует детей как детей, он чувствует детей как конкурентов. И вы заметили, если у кого есть дети от нарцисса, вы могли заметить, что нарцисс это будет тот пассажир, который будет вас ревновать к детям, потому что он не чувствует, что это его ребенок, он чувствует, что это его конкурент за внимание. Вот так вот, поэтому для него ничего не стоит, то есть там вот этих границ взрослый ребенок, да, вот разного отношения нет совершенно, он не видит вот этих каких-то, вот этой субординации, что ли, да, и он не относится к ребенку как к ребенку, но Ксения не просчиталась, она злонамеренно вводит в заблуждение про нарциссов. Возможно, тоже такое может быть, да, может быть, она и знает. Но, во всяком случае, такое впечатление создало. Ну, вот вы немного глубже, да, посмотрели, и вполне возможно такая у нее тактика, также зная Ксению, она прям вот очень такой профессиональный манипулятор, что вполне возможно, да. Ну, просто очень настолько поверхностное какое-то вот мышление я здесь вижу, что, да, может навести на мысль, что там все намного глубже. Возможно и так, возможно и так. Но сегодня мы, в принципе, разбираем вот именно Настасины чувства, да, вот я хотела просто почему показать это все, чтобы девчонки прочувствовали на себе, и что мы не одни, понимаете, что есть люди вот такие, которые достигли многого в этой жизни, и они проходят абсолютно через тот же трэш. Абсолютно. Это сейчас она просто отошла, понимаете? Она сейчас отошла, она сейчас себя проработала, она там эту депрессию пережила, а вот если бы тогда на нее посмотреть, да, вот вы бы узнали себя в ней, вот в том же углу, ползущая через стенку и крича от беспомощности. То же самое она пережила, понимаете? И вот это как раз эффект от отношения вот с такой рептилией. Это страшно, девочки, это страшно. Ну, видите, я к тому говорю, что мы не одни. И почему я решила этот эфир сделать? Для того, чтобы вас не сбивали с толку, когда вас попытаются ввести в заблуждение, что ты виновата, а он там какой-то хороший, да, и это ты, с тобой что-то не так. Вспоминайте это видео, вспоминайте вот Настю, вспоминайте, да, когда вам говорит уже человек, который, вот, пожалуйста, вот успешная, вот красивая, да, то есть мы очень много все время скидываем на то, что, ой, ну это, наверное, потому что я не успешная, некрасивая, там какая-то не такая и тому подобное. Вот, но опять же, это все самовнушение, внушение вот этого вот вашего окружения. Но тем не менее, вот посмотрите, вот вам, вот Самбурская, пожалуйста. Ой. Кстати, еще что хочу сказать, забыла, ребятки, очень важно. Я просто тоже не стала это вставлять, это было с самого начала, и Настя там говорила про роли в фильмах свои. Ну, Ксюша и там все обосрала.
Потому что вот Настя сказала, для меня самая лучшая роль, для меня вот какая-либо сцена там была, да, в каком-то там сериале, ну, какой-то средний обычный сериал наш, вот такой, да, как мы любим, вот эта мелодрама какая-то. И вот там действительно такая сцена, она, кстати, мне очень также нравится, как актриса, опять же, только мое мнение, можете, значит, у каждого свое, но мне она очень нравится как актриса, очень. И это было еще до того, когда я узнала, что у нее там нарциссы были, не нарциссы, просто был какой-то фильм, я не помню, как он уже назывался, но она там очень круто сыграла, у нее там была какая-то короткая стрижка, если кто помнит, напишите, она там такую стерву играла, но она прям очень-очень круто отыграла, очень фильм крутой, мне очень понравилось, и я в ней тогда увидела актрису, я просто офигела. Потом я увидела вот то, что она поет шансон, и шансон она поет шикарно, хотя я не слушательница шансона, но ее я могу слушать, это просто очень круто, и главное, вот игра на сцене мне нравится, но я считаю, что это профессионал своего дела, и мало того, что прирожденный, она реально прирожденная актриса. Я не говорю про вот этот универ, я его, честно, я его даже не смотрела. Я не знаю, что она, кем она там была в этом универе. Но, значит, вот фильмы, которые уже доступны более в позднем, я смотрела, мне очень нравится ее игра. И Ксения начала, вот она говорит, вот моя самая лучшая роль, вот этот момент, вот в этом она говорит, ну это же дешевка. Ну ты понимаешь, что ты вот останешься на этом дне, если ты будешь соглашаться на вот эти вот мелкие роли и тому подобное. Это же стыдно, это же позор. Она прямо вот и так говорила, это позор. То есть она обесценивала полностью ее талант. Кстати, завидую ему, я больше чем уверена, кстати, у Собчак есть очень хорошая чуйка на таланты. Она прекрасно знает, где видит скилл, считывает, где талант, где такой, знаете, купленный талант, так скажем. И вот это все, она все это видит, она это чувствует. И у нее сразу появляется зависть одновременно. Шикарная самбурская в универе. Ну, не знаю, я тогда уехала давно еще за границу, и как бы я пропустила эти сериалы, здесь у нас не было русского телевидения, поэтому ничего не могу сказать, но то, что вот фильмы я с ней смотрела, это просто шикардос. Ну, вот ее игра именно. Фильм, может, и дерьмо, но ее именно игра, я о чем говорю. И вот она начала обесценивать ее роль, то, что ты соглашаешься на какие-то там шифу, как это, ну, понятно, как, ну, то есть это явная зависть. А еще я вам хочу сказать, что только идиот соглашается только на какие-то там роли, да, то есть я буду сидеть, она так сказала, мне что сидеть без работы, говорит, мне себя кормить надо, мне надо квартиру свою выплачивать, в смысле, я что, буду до старости ожидать роли Скарлетт, что ли, я не пойму, ну, как бы это прагматичный человек, это абсолютно нормально, и никуда ее не денется, ее востребованность, она будет востребована всегда, но Собчак ей пытается навязать, да нет, ты должна сидеть, ждать с моря погоды, каких-то там приглашений в Голливуд, ты что, соглашаешься на дерьмо? Блин, девочки, это срабатывает действительно, вот эта вот политика, она срабатывает только там, в Голливуде. Действительно, если какая-то звезда, уже будучи звездой и сыгравшей в какой-то крутом каком-то блокбастере, соглашается на дерьмо, да, тогда и падает уже его востребованность. У нас вообще все по-другому. И вот эти сериалы, как раз актеры на них кормятся. Но не в этом дело. И прекрасно все это Собчак знает. Была задача обесценить. Все, обесценить. Ну, там реально такую сцену показала. И она там играет, ну, очень, ну, прям шикарно, прям вот как, ну, как в жизни, в смысле. Но она очень круто отыграла. Она это проигнорировала и начала ей втирать за то, что ну как ты можешь, ну, и давай зачитывать вот этот вот, значит, как сказать, текст, да, предисловие к фильму. Вот Марья Ивановна забеременела от там Валерия Ивановича, а это оказался не ее ребенок. Ну, это, знаете, вот эта индийская драма, ну, вот такое вот. То есть обесценивать полностью этот сериал, ну, типа, ну, как ты в таком дерьме можешь сниматься, Настя? Ну, что это такое? Ну, бля, ну, я, честно, я бы хотела сказать, какой ужас, какой кошмар, но когда ты знаешь причину, по которому человек так себя ведет и отзывается, понимаете, ну, это зависть. Это зависть просматривается. У нее просто вот на лице все интервью у Собчак написано «зависть», «зависть», вот такими буквами, как номер на машине. Да. Далее, поехали, быстрее уже, да, промотаем, чтобы мы с вами еще, если будут вопросики, я ответила. Это отражение нас самих. Папе спасибо большое. Дай ему Бог здоровья. Подождите, вот сейчас она сказала, это отражение нас самих. То есть Ксения пытается навязать ей вот то самое зеркальную теорию зеркал, когда в этой теории зеркал указано, что
Если нарцисс к тебе тянется, значит, ты тоже нарцисс, значит, ты тоже такой. Но вот все люди вот вокруг тебя будут вот такие вот плохие все, потому что ты плохая. То есть, ну, опять же, я считаю, что это теория полное дно. Почему? Потому что ты не можешь быть похожим на нарцисса только потому, что уже самое главное, у тебя есть эмпатия. И ты не будешь девочку пятилетнюю, блин, обзывать вот такими словами, потому что ты человек. И ничего общего у меня нет с тобой, нарцисс, понимаете? Здесь никакая теория зеркал не работает. Нарцисс как минимум вообще, ну просто 0% может быть похож на вас. Единственное, что там может быть, он вас будет копировать и зеркалить самостоятельно, и подстраиваться под вас, и какой-то момент вы найдете себя, что да, он похож на меня, но только потому, что он вас скопировал, как та самая копировальная машина, но внутренне мы абсолютно на них никак не похожи. И тянутся к нам нарциссы, и мы на них попадаемся только потому, что мы не проработали какие-то свои травмы. Все, вот именно он находит те самые дырки, вот те самые дефициты, и он вам дает все, что нужно. Но это не означает, что это такая же, как нарцисс. Вот это вот полный бред. И вот Ксения у нас настаивает на теории зеркал. Говорит, что, ну, если вот к тебе тянутся нарциссы, значит, ты нарцисс. Вот, только поэтому, да. Ну, тогда мы вывод делаем, ну, Ксения нарцисс у нас, она же сама в этом признается. Ну, получается, к ней тянутся только нарциссы тоже. Но она, тем не менее, говорит, нарцисс с нарциссом не может быть. Она сама себе противоречит. То есть она говорит, мой муж не нарцисс. Да? Ну как, если ты нарцисс? У тебя должны быть нарциссы. То есть мы опять здесь делаем вывод, что все-таки что-то не совпадает тут, да? В общем, понятно. В общем, Ксения по максимуму пытается оправдать нарциссов и обвинить жертву. Вот все, что я здесь вижу. Потому что все идет из семьи. Из-за того, что у меня был обесценивающий отец, абсолютный тиран, и как бы и физическое, и моральное насилие присутствовало в семье. Из-за этого, собственно, я делала очень часто неправильный выбор. И мне вот казалось, что вот эта любовь, тут нужно заслужить внимание. Тут нужно вот быть хорошей. Я готовила ему по 5 позиций на завтрак. Я себе сама в ресторане заказываю еду. То есть я была настолько воодушевлена и пыталась завоевать его любовь. Но я это, черт возьми, проработала. И мы никогда не говорим никогда, но теперь я хотя бы стала разбираться. Я вот вижу, вижу, вот что-то начинается неладное. И я лучше просто даже не буду продолжать это. Но ты так не решишь свои проблемы, Настя. Да я к психологу хожу, все у на меня. эту тему. И на это в том числе. Ну, подожди, к психологу можно ставить какой-то конкретный запрос. Вот твой запрос какой к психологу? Вот у меня... Блин, ну как же вот Ксюша не хочет, чтобы Настя... Она не может смириться с тем, что Настя через этот опыт прошла, переступила через него и больше туда не возвращается. То есть то, что она все, как бы она больше независима от этого чела. Почему-то вот Ксюше не хочется этого признавать, и она все время намекает, ну ты же так не решишь свои проблемы. В смысле как? Я уже их решила. Что ты мне навязываешь то, что я их не решу? Они уже решены, эти проблемы. И по ней видно, я вижу, что тут нет никакой зависимости, уже абсолютно там ноль. У нее, она вернула себе свое достоинство, свою самооценку, все там возвращено. Тут вообще никакой привязки к вот этому бывшему нет. А вот Ксюше надо ей навязать, что там все-таки у нее еще есть проблемы. То есть она еще зависима от него. Почему? Потому что она видит в нем себя, вот в этом мужике, Ксения, подобные поступки, да, и ей нравится думать, что от нее зависят люди. И когда она слышит, что нет, я как бы, ну, уже все, мне это уже не интересно, как бы я уже все там проработала давно, она ей говорит, нет, это не так, ты не решила свою проблему. То есть она не может смириться с тем, что от нарцисса уже человек не зависит. То есть, а что, она же все на себя перекладывает, да? То есть она не может принять факт того, что как это, когда-то мой партнер просто через меня перешагнет, и я буду больше не значима. И вообще всегда, знаете, что нарцисс всегда проецирует как свои проекции на вас, так и если он чувствует что-то, вот какое-то поведение, там, да, он тоже будет чье-то, да, узнавать свое поведение в ком-то, он будет, во-первых, это все оправдывать, во-вторых, вот опять, если там будет что-то подобное, он не сможет с этим смириться, он будет это переворачивать все, да, она прям вот ей внушает, говорит, нет, ты ничего не проработала, ты еще болеешь, она ее на койку обратно, да, отправляет. Ситуация,
я нахожусь в этом, я испытываю из-за этого вот такие эмоции, Но это было мне про нужно личные от этих, отношения. да, и мне нужно от этих эмоций избавиться. Я не хочу, чтобы меня это триггерило, я больше не хочу таких отношений, не хочу больных, и я хочу нормально, Но это же по-человечески, замкнутый круг. с надежным человеком строить Да. отношения. Но надежный человек в таком человеке. Ну вот она не сдается, но посмотрите, она продолжает ей объяснять, она говорит, ну это ж замкнутый круг, Настя, это ж замкнутый круг. То есть она ей говорит, оставайся в замкнутом круге. Она говорит, я вышла, он говорит, нет, ты в замкнутом круге. Да. Тут уже идет, понимаете, программирование. Вот знаете, когда нарцисс вас программирует какими-то выражениями, убеждениями, чтобы вы потом в это верили. Опять же, на Насте это не будет работать, потому что Настя уже это все прокачала. Но вот такие вот настойчивые убеждения, как делает Собчак, очень хорошо, это манипуляция и все, очень хорошо работает на созависимых людях. Это вам внушение, это программа. Вот, например, ты меня любишь, да куда ты без меня денешься, да ты без меня ничто, ты без меня не сможешь жить, а что ты для меня, что ли, старалась? Знаете, вот это вот набивание своей значимости, вот когда вам нарцисс вас убеждает, да, он вас программирует, он говорит, да ты ущербная, да ты вообще ничего из себя не представляешь, да ты ноль без палочки. Почему жертва боится за дверь выйти? Потому что она в это начинает верить, потому что она внушаема, понимаете? И вот здесь вот Ксения занимается примерно подобным. Я все закончила, я из этого вышла. Нет, ты не вышла, ты не решишь так свои проблемы, я их уже решила. Нет, это замкнутый круг, понимаете? Это просто цирк. Ну, опять же, девочки, это вот мы все видим, понимаете? А человек, который не знаком с вот такими манипуляциями, он будет задумываться над тем, что сказала Ксения. А может и правда, да, наверное, да, я что-то в себе не проработала. Да, наверное, еще надо над собой поработать. Да, наверное, себя нужно немножко поломать, чтобы быть удобней. Угу. Как ты, пока ты такая и ты не меняешься, никогда не будет заинтересован в этом ужас, что ты будешь всегда магнитом для нарциссов, пока ты сама проявляешь себя тоже в таких вот скрыто-агрессивных и тоже нарциссических иногда формах. Понимаешь, это как бы работает как плюс и минус. Плюс-плюс. Ну, опять, короче, Ксения, вот я не знаю, я бы сказала пожестче, но здесь вообще то, что она говорит, вообще никак рядом не стояла. Она сейчас говорит, ты будешь притягивать нарциссов, потому что ты такая вот, как нарцисс, ты там что-то жесткая, вот такая вот, ну, как бы там наглая, вот что-то такая грубая. Нарциссов не это притягивает. Она не понимает, что притягивает нарцисса, будучи, возможно, из той компании. Она до сих пор не поняла, что же она берет от людей, да, что же нарциссы, в принципе, потребляют. Нарциссы не по этому поводу к тебе тянутся. Я уже сказала, по какому. Потому что у тебя есть что ковырять, есть за что зацепиться. Вот и все, понимаете? А Ксения, я не пойму, вот она в какой-то другой программе Ксения присутствует. Ну или, в принципе, она пытается ей навязать какую-то свою точку зрения, которая совершенно не точку зрения, а вот какие-то нравоучения, ты там чего-то к тебе будет тянуться, пока ты не изменишься. Я не спорю, да, нарциссы, она здесь правильно сказала, я тоже, вот здесь я могу согласиться, что нарциссы будут тянуться к тебе до того момента, пока ты не изменишься, не проработаешь себя. Что именно? Проработаешь свои границы, свою самооценку, да, научишься говорить нет, и поймешь, как с тобой можно, как с тобой нельзя, и также поймешь, что ты хочешь. Все. Вот тогда нарцисс к тебе не будет никак тянуться, потому что ты знаешь, что ты хочешь. И у тебя нету страха одиночества, страха потери, там, да, ты не боишься кому-то не угодить. Вот проработка, понимаете? Все, ты ставишь себя в приоритет. Но никогда ты, значит, такая вот наглая бабенка, что ты там орешь на всех, как бы нарушаешь чьи-либо границы постоянно, да, к тебе будут тянуться нарциссы. Да нарциссы от таких бежать будут, в смысле, как они будут к тебе тянуться? Нет, просто, Ксения как-то вот, видимо, все в свою пользу переворачивает, как ей удобнее, да, или как бы ей хотелось. Хотя она тут сейчас будет говорить, что она судит по себе. Ну, это обман. Вот здесь я вижу полный обман, потому что Ксения явно такой не является. Ксения уж точно знает, как отстаивать свои границы. Ну, как и любой нарцисс, в принципе. Опять же, не ставлю никому диагнозы, говорю то, что вижу. Как бы не работает. То есть человек... Ты сейчас взяла и поставила диагноз. Я тебя очень хорошо понимаю, как вообще мало кто, хоть это и не скромно звучит. Потому что во мне тоже много того, о чем ты говоришь. Хотя у меня с папой
не было такой драматической истории. Здесь у нас подстроечка снизу, вы видите? Я тебя прекрасно понимаю, я тоже такая, у меня много того, чего там у тебя, у меня тоже с папой что-то было, да, то есть она знает, что у Самбурской проблемы с отцом, и она вот опять же ковыряет в этой больной точке, чтобы расположить к себе ее, да, чтобы вызвать доверие, но и также вот это вот очень хорошая такая подстроечка, да, когда ты говоришь, я тебя прекрасно понимаю, я такая же, как я, то есть давай открывайся мне больше, выворачивай свою душу больше, но опять же это, ну, как бы с Настей особо это не сработает, она, мне кажется, тоже все это видит, и она просто сказала, как сказала. Вот, но если бы, опять же, это был созависимый человек, он бы поверил, что да, Ксения такая же, как я. Ну все, давай, Ксения, дружи, давай. Все бы пропустила бы внутрь себя, да, и как бы дала ей все разузнать, все свои, так сказать, закрома. Вот, ну, видно, да, что тут, ну, манипулятор еще тот, просто на высоте у нас Ксения. Но опять же, видите, это не со всеми срабатывает. Это смотрится очень смешно, заметьте, когда вы считываете все эти манипуляции. Кстати, хочу сказать, что я не смотрела никакие разборы, я не знаю, есть ли разборы уже на YouTube вот этого интервью, кто-то разбирал или нет. Специально не смотрела, чтобы не сбиваться, да, с толку, чтобы давать исключительно свои впечатления. И потом, попозже я посмотрю, интересно мне просто, совпадет ли мое мнение еще с какими-то блогерами, там, ну или с психологами. Очень интересно. Пока что я еще ничего не смотрела, вот, не знаю. Но мне кажется, люди, которые в нарциссизме, они явно, ну, должны это заметить все-таки. Но были свои проблемы в детстве. Я тебя очень хорошо понимаю. Я это говорю не как... Знаешь, я все знаю в жизни. Я это говорю из себя тоже, что пока ты не исправишь себя, к тебе другой человек в жизни, ему некуда прийти, понимаешь? Я и исправила. Я не выбираю уродов. Все. Что я должна в себе исправить? Хочешь быть заботливой, ты окружаешь человека реальной заботой, я в это абсолютно верю. 5 блюд, ты-ды-дым, что тебе приготовить? А одновременно, ну ничего, потерпишь. Это такая, опа, и человек все время, на, любимый, все тебе, 5 блюд. Хуяк, немножечко иголочкой. Но это же я ж пошутила. Потом опять 5 блюд, отпуск. Хуяк, ну я же шучу, что ты так реагируешь? Ну ты сумасшедший, что ли? Ну ты сожгла вещи, еще раз. Это ворсинка, а это, например, ребенок. Да, А вот здесь, ребята, ну, Ксения описала себя. Вот про... Она, во-первых, все, как сказать, преувеличила, да, вот эти ситуации, она из них сделала, как говорится, из мухи слона. Вот, но, опять же, вот в этом подождешь, там, привыкнешь к ногтям, здесь вообще ничего нету. И приготовить 5 блюд, это вообще заслужить там любовь, но оно никак не относится, да. Но Ксения, вот она контраст вот этот подала с какими-то вещами, которые даже не совпадают. То есть вот это вот привыкнешь к ногтям абсолютно не совпадает с тем, что Настя зарабатывала любовь через 5 блюд. Окей, но здесь вот вы видите точное поведение вот той самой Ксении. Она же так во многих себя интервью ведет. Она же тебя сначала расположит к себе, да, ты начнешь ей раскрываться, а потом она вот, как она говорит, хуяк, и иголочкой уколет. Ну и в отношениях, скорее всего, то же самое. Ну это вот очень такое похожее на нарциссизм поведение, понимаете? И тут вот я опять вижу, что Ксения перекладывает свое поведение, вот проекцию, на Настю, сочетая несочетаемое. Вот эти два случая, они вообще никак не могут даже рядом стоять, вообще. И плюс она правильно говорит про вот эту нитку и про то, что, значит, ребенка он там оскорбил просто... Как вообще такое? Это просто ужасно было. Но это же вообще никак не совпадает, понимаете? Вот, девочки. Ну, просто, ну, это очень забавно наблюдать и смотреть, да? Когда ты уже все считываешь. Есть скрытая агрессия. Короче, я не поняла, какая у меня проблема-то вообще? Что я не могу себе мужчин найти? Скрытая Что? агрессия. Нет, У меня открытая агрессия. Будут такие Помни антиглянец. У меня открытая абсолютно агрессия. Я не коплю, знаешь, вот так. Ну вот она пытается на нее навешать какие-то диагнозы, какие-то проблемы. Она уже говорит, так, блин, так что со мной не так? Ну, то есть Ксению надо обязательно убедить Настю, что с ней что-то не так. Поняли, да? Вот вообще, в принципе, весь посыл этого интервью. И вот самое прикольное, то, что Настя все это хавает, все это знает, все это видит. Это очень классно, я очень рада за нее, правда.
потом как вот, знаешь что, я, блядь, терпела 2 месяца, а сейчас, сука, тебе скажу. То есть так, там не так все. Я тебе сразу говорю, что у меня тревожно избегающий тип привязанности. Так, Если ты мне да. дашь слишком много внимания, если ты мне сразу начнешь на меня вот это все обрушить. Вы видели довольное лицо Ксении, когда Настя сказала, что у нее какое-либо там, значит, определение ее личности. То есть вот она признала, что с ней что-то не так. Вот у нее тревожно избегающий тип привязанности, значит, она с ней что-то не так, она больная. Понимаете? Вот что хотела добиться Собчак, понимаете? Признание Насти, что с ней что-то не так. И она этого добилась. Но дело в том, что это было бы значимо, если бы это было значимо для Насти. Она абсолютно нормально... Для нее, она не стесняется о себе говорить, там, о каких-то своих недостатках, но это хотя не недостаток, это просто тип личности, ладно. Возможно, там какие-то отклики после травмы, да, но тем не менее, она не стесняется об этом говорить, она говорит, да, у меня это есть, все. То есть для нее это абсолютно нормально сказать. Это, кстати, говорит о том, что человек действительно проработал свои травмы, и он не стесняется, говорит, что он-то то-то, то-то, то-то со мной делал, да, я там терпела, вот туда-сюда, как бы, вот. Это говорит уже о таком здоровом состоянии. Но Собчак вообще этого не понимает. Она даже не понимает, что для Насти это нормально признаться, что ну да, у меня там какой-то тревожно избегающий тип личности, окей. А для Собчак это победа, понимаете? Ну вот хоть милипиздрическая, ну победа. Вот она призналась там что-то, ну это же вообще... Понимаете, вот здесь мы просматриваем ребенка в Собчак. Вот того самого маленького ребенка, который вот топает ножкой, и вот хоть что-то надо, хоть какой-то трофейчик поставить на свою полочку, понимаете? Ну это прям видно. Ксюша, все видно. И я начну отдаляться. Если ты мне не дашь ничего, я начну за тобой бегать, но поскольку я проработанная, я пойму, что бежать мне не надо. Сейчас просто задействованы какие-то вот эти мои привычные паттерны поведения. И вот это все. Нам бежать никуда не нужно. Поэтому сейчас я больше даже превратилась в избегающую. Ты готова Вот сейчас? девочки, запомните, вот Настя сказала очень важные вещи сейчас, да, даже если там у вас какой-то вот тревожно избегающий тип личности, да, и у вас возникают какие-то моменты того, что, Васеньке надо написать, что-то надо наладить, какие-то отношения, о боже мой, то есть откат, тот самый откат, она здесь имела в виду откат. Помните всегда, да, что это всего лишь последствия, то есть это ПТСР у вас говорит, вот, как называется, посттравматическое расстройство. Вот. Когда после психологического абьюза ваша психика шатается, она нарушена, да, и вас тянет к вот этому нарциссу, вы должны понимать, что это неконтролируемый процесс, но вы можете его контролировать тем, что напомните себе, что это всего лишь вот те самые отклики от психологического абьюза, только поэтому вас тянет что-то там за ним бегать, понимаете? Вот прекращайте. Вот она очень хорошо это озвучила. Напоминайте себе. Ты достаточно проработала. Вот честно сама себя Давай, нами руководит только то, что мы не можем допустить. То есть если женщина понимает так, я как-то вот уже в возрасте, у меня как-то... Но здесь опять Собчак вот свысока ей говорит, ну что, Настя, ну как ты считаешь, ты готова к отношениям? Ты проработала уже все. Да? То есть не может человек принять, не может, никак. Она пытается все время обесценить ее работу, ну вот над собой, понимаете? И вот с такой ухмылкой, ну чё, как ты считаешь? Ну ты там что, к отношениям готова, ты себя проработала, да? Ну то есть как будто бы я тебе не верю, как будто бы ты сидишь тут пиздишь, да? Ты же сама себя обманываешь, хотя вот я вам говорю, как человек с большим опытом, который перекопал кучу историй, да, переобщался с миллионами девочек, да, в которые были в этих отношениях, сотни консультаций, там, да, в чате поддержки у нас всегда куча информации. Ребят, я могу сказать точно, что у Насти все хорошо, понимаете? Она реально проработала эту проблему. Я не вижу, что она страдает по этому Васеньке, что там она не пережила все еще эту проблему, и вот она сидит такая бедная, несчастная, мы не знаем, как ей помочь. Все, вот, и она вам по факту это говорит. Посмотрите, как легко человек все это доносит в мир. Ей легко, ей реально легко. Я вижу эту легкость, а она к нему не привязана. Ну, блин, Ксюше хочется, чтобы все она была, вот до сих пор страдала. Но опять же, потому что она видит себя вот в этом Васеньке, и ей очень больно признавать, что люди могут как бы соскочить с этой иглы.
нет мужика, и ей начинают, а ты как-то в возрасте, у тебя как-то нет мужика. И женщина, блин, я уже в возрасте, нет мужика, надо срочно, вот прямо сейчас мне мужика. А мужика нет, да? Ну, нет подходящего. А я, например, допускаю тот вариант, что я стану старая, у меня будут накопленные сбережения, я себе найму человека, который будет со мной гулять, который будет со мной общаться, мы будем с ним ходить в театры, там еще куда-то. Мне надоест Ты его сожрешь через Подожди. 2 дня, тебе это все Почему? надоест. Потом я человек, нет, я ему буду, а я крутая бабка, потому что я с бэкграундом, я в сериалах снималась, я певицей, например, когда-то была. Вот видите, что Настя пытается ей все время что-то доказать. Да, она считывает ее, но она ее провоцирует, и Настя пытается ей все еще доказать свою значимость. Да, вот что вот я... Это скорее всего, отклик еще с начала интервью, когда она обесценила ее, вот ту самую роль в том фильме, которую она считает самой лучшей. Так, на минуточку, да, и она пытается ей что-то там доказать, да, со своей состоятельности, о том, что я вышла из этих отношений, вот, а еще я там актриса, и все, и вот все равно Собчак также пытается, здесь манипуляция ее в любом случае немного работает, потому что она как-то в каких-то моментах пытается ей все-таки, ну, посмотри, я же вот, есть такое, но, тем не менее, это интервью, а что еще, она же должна что говорить, но Собчак здесь что сейчас сказала, да ты его сожрешь. Ты его сожрешь. Но опять она ее пытается унизить, понимаете? Что ты такая вот хабалистая вся, вот ты такая вот неуравновешенная, что ты там сожрешь кого-то, понимаете? Ну, ну вот хочется ей, Ксюше, хочется, чтобы Настя была такая, понимаете? Ну вот хочется ей, потому что так она будет чувствовать себя лучше рядом с ней, да, то есть будет чувствовать свое превосходство. В старости мы все только хуже Да, становимся. понятно. Настя. Но человек, он же как бы получает зарплату, говорит, да, бабка, ты молодец, хорошо пожила. Но зато он мне, знаешь, надоел, не понравился, я пошла и наняла другого. И вот так вот до конца своих дней. Но я не отрицаю при этом, что может появиться человек, с которым у меня все совпадет, и мне захочется с ним и семью строить. И я не готова сейчас отказаться в пользу семьи от своего этого творчества. Потому что мне сейчас нужно рожать. Сейчас. Подожди, сколько тебе сейчас лет? 38. Ну хорошо, ты понимаешь, у тебя сейчас вот все, осталось пару лет. Ну, я могу яйцеклетку заморозить. Ну, в чем проблема? Во-первых, могу. Это надо уже было делать в 35. 38 уже не факт, что они у тебя хорошие. Тебе, мать, надо делать это прям срочно. Это АМГ. Ты сдавала АМГ? Ты вообще У меня знаешь, все, что это такое? антимюллеров гормон. Да. У меня все чудесно. Вот у меня, вот пока женщина хорошо выглядит, у нее, блин, все чудесно. Потом будешь, понимаешь, как это, Ну, с что- 5 собаками, Смотри, 8 кошками, как Ксения, Бриджит Бардо. ну тебе жить. какое, черт возьми, до этого дела? Это моя жизнь, понимаешь? Я буду... Вы видите, как она ее унижает? Это же просто, ты будешь с собаками, с кошками, как Бриджит Бардо. Ну, то есть просто, вот там, вот я просто одним словом скажу, зависть, 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 зависть. За счет того, что она ей завидует, она ее обесценивает. И вот опять мы видим то пресловутое, но ты же останешься одна с кошками, с собаками, да? Это вот как раз опять мы чувствуем себя вот той самой девочкой, которая вышла или находится в отношениях с абьюзером, и вот тебе там все мамы, вот эти бабушки, там вот это, да, давай быстрей, а то, или там те же мужики, вот эти МДшники, вот эти вот все каналы, останешься одна с 40 кошками, там, да, но опять же, это на самбурскую, естественно, не действует, она, в принципе, так и послала ее, вот, но это действует вот на большую половину девочек, особенно молодых, поэтому, молодые девочки, если смотрите, вот вы должны понимать, что это провокации, и это вам говорят только те самые завистливые бабки, вот и все, поэтому это только ваш выбор, вы должны решать, когда вам там рожать, когда не рожать, понимаете, и только вы имеете на это право. А вот люди — это прессинг. То есть, если тебе надо родить, тебе надо вступить в отношения. Что, а бы с кем? То есть, ну, лишь бы какой был рядом. Правильно Сабурская сказала? Ну, блин, ну я уже приняла тот факт, что я там, может быть, это ее выбор. Все. Я, может быть, останусь там какой-то бабкой, найму себе какого-то мужика, пусть он меня выгуливает в театре. Не понравился другого, понимаешь, что он же зарплату получает. Ну, то есть, понятно, что это сарказм, тем не менее. Ну, блин, ну, какого хера вот тебе какая разница, что ты в моем нижнем белье копаешься. И, понимаете, вы видели, с такой злостью она сказала, так тебе ж яйцеклетку надо было уже в 35, опять обесценивая ее, унижая, то, что ты ж уже старая, понимаете, ты же уже старая, куда тебе, вот, это вот, ну, блин, ну, я вижу просто вот,
Ксюшу она очень сильно триггернула чем-то, вот прям зацепила чем-то. Вот ею прям бесит она. А когда тебя сильно человек бесит, вот когда он нарцисса сильно бесит, он прямо, ну это что-то из прошлого. Возможно, она напомнила ей о какой-то своей травме. Вот, прям она очень триггерит. Она ее прям по максимуму хочет вот так забить. То есть, если вот с той же Волочковой она общалась, ну, типа, потому что она вообще, она ее никак не рассматривает, она ее не воспринимает даже за человека. То есть это не конкурент, это не что-то вот на равных. Если бы вот Волочкова она воспринимала на равных, когда Волочкова была молодая и красивая, да, и не бухала. Вот тогда вот она также ненавидела Волочкову, только уже вот так вот, что вот прям вот на людях, там же скандалов сколько было. Потому что чувствовала в ней силу, чувствовала то, что она составляет ей конкуренцию. А здесь... Сейчас уже какая там конкуренция с Волочковой, это раз. Вот, и там вот было вообще, даже вот не было каких-то, да, подстава с этим там вибратором и все, но видно было, что она вообще к ней относится на похуй. То есть она не чувствует никакой опасности. А здесь у нее вот что-то, я, конечно, не знаю что, но чем-то она ее очень сильно триггернула, что ей хочется прям задавить ее. И она на каждом слове пытается ее осадить, пытается ее унизить, пытается ей напомнить о ее возрасте, что она актриса хреновая, что ты там соглашаешься на эти роли, ты виновата во всех этих отношениях с вот этим нарциссом, да он ничего такого не сделал. Ну вы заметили, вообще на протяжении всего интервью там был просто вот этот вот буллинг какой-то, ну такой, знаете, подводный как бы, да, вот как вот манипуляторы обычно делают, с двойным дном. Вот. Ну, мне, опять же, мне очень радует реакция Насти. Она все это считывает на раз-два. Ладно, давайте дослушаем. Ходить с человеком за деньги. Или я буду с ребенком, или я буду старше этого ребенка в 10 раз. Или еще что-то. Ну, это мой выбор. Просто хватит на меня давить. Ты сейчас превратилась в ту же самую хейтершу из этого. Ну, можно я сама разберусь, пожалуйста? Пусть я ошибусь, но это будет мой выбор. Но не надо мне навязывать, из-за этого я должна испытывать стресс. Я не хочу его испытывать. Но мне сейчас хорошо одной. Психологом поработал, все прошло. Потому что все, потому что я себе разрешила допустить такую мысль, что у меня это может не получиться. Ты через психолога поняла, что это неправильный выбор для тебя. Главное, чтобы человеку самому было комфортно, а не комфортно людям вокруг. От того, что он сделал. Ты поняла, что тебе некомфортно было? Я сейчас, вот не готова. Я не сентиментальный человек, у меня довольно низкий уровень эмпатии. Но я искренне поймала себя на мысли, что я очень за тебя. Слышали? Вот, она сказала здесь, у меня очень низкий уровень эмпатии. Настя сказала, ух ты, нарцисска. Ну, она ее считала. Да, но она тоже предположила, что там что-то есть, да. Угу. И Собчак сама это говорит, то есть она знает, что у нее низкий уровень эмпатии. Но все, что она сейчас здесь будет говорить, про ее вот эти чувства, как она переживала за Настю, когда у нее была драма с отцом, это все игра, это все цирк, это маска вот этого сожаления, чтобы ее раскрутить на большую информацию, на вот ту самую чувственность. Почему? Скорее всего, это же было у нее интервью со Стрелец, по-моему, где она расплакалась, когда она еще была в травме, когда она еще была не проработана, эта травма с отцом. И, возможно, у Собчак есть некая зависть, то, что вот Стрелец ее вывела на эти эмоции, и вот мне сейчас надо тоже вот зайти вот с этого, что я тебя чувствую, я тебя там, значит, я такая же, как ты, вот чтобы она тоже вот ей как-то больше раскрылась, и где-то слезу пустила, скорее всего. Но она просчиталась, потому что она не поняла, что Настя давно уже проработала этот момент, и как она будет про отца отвечать, мне здесь очень понравилось это. И, кстати, всем советую, вот с токсичными родителями все то же самое, ребят. И другого выхода нет. И здесь она полностью освободилась от зависимости, как вот от того нарцисса, так и от отца. Чего не было... Вот еще на прошлом интервью вот с этой вот Стрелец, там она прям бедная переживала, все, а теперь она поняла, кто есть кто. Все, и опять же после проработки с психологом, у нее реально крутой психолог, молодец. Смотрим. Переживаю, когда я смотрела часть твоего интервью, где ты говоришь про отца. Его на вокзале находили, звонили люди, ты пыталась помочь, купила ему там домик какой-то, потом он хотел, чтобы ты этот домик переписал, потом вы опять перестали общаться. А я про себя в этот момент думала, что ну вот тебе же надо закрыть этот гештальт, эти отношения с папой, тем, чтобы
ну не знаю, взять эту аскезу, как ты ее берешь на многие другие вещи, что ты должна с ним наладить, должна вот этот твой крест. Ты не должна и никому терпеть, ничего. ну, условно, то есть для себя, не для него. Потому что вот когда ты рассказывала про эти отношения, это, знаешь, было так, как будто ты продолжаешь сама. То есть он тебе звонит, ты отвечаешь, не ты звонит. помогаешь. Да. И вот как будто ты длишь сама вот весь этот ужас, Я не буду с ним который... разговаривать, понимаешь, он тупой. Он тупой мужчина. Ты понимаешь, он же папа твой все равно. Ну и чё, ты я- навсегда еще- в сердце сохранишь к Да нему ничего не что-то. сказать, да мне плевать, что у него происходит. Ну, понимаешь, я отдельная личность. Отдельная. Ты Я же сама отдельный говоришь, человек. что все из-за него. Это же правда. Это может быть вообще от чего угодно. Вообще жизнь тяжелая была. Мне просто кажется, что ты его не простила. И из-за того, что ты его не простила, Тебе кажется. ты не можешь пойти дальше. Потому что самое ужасное, что мы должны сделать в жизни, это простить самый пиздец, который с нами произошел. И это сделать очень сложно, я тебя прекрасно понимаю. Простить это искренне человеку, который покалечил тебя, что-то сломал в тебе важное. Вторую Может быть, щеку дать ему. Я не знаю, что сказать. Ну, в смысле, вот что, как мне, каким образом это должно быть, я не знаю, у меня бегущая строка должна быть или еще что-то. Я отпустила. Это уже произошло в моей жизни. Благодарить его там за то, что не дал мне остаться, как это говорится, пятном на простыне, дай бог здоровья, удовольствие получил, надеюсь, в этот момент. Ну вот уже так сложилось. Еще раз, требовать от меня какой-то любви, прощения, понимания после того, что происходило, хочется матом сказать, ну это глупо. Я действительно не нуждаюсь в его любви, заботе, внимании, понимании, потому что в нем вообще этого нет. У него язык любви — это пойти человека ударить. ну, ты нуждаешься в его прости. Да не нужно, в смысле, в каком прости? Что Так он было? уже извинился. Все. Ну, искренне, чтобы это произошло между Так он вами, извини- знаешь, какое-то Да- долгое объяснение. Что ж такое? Да никакого. Я говорю, то объяснение, у меня с ним состоялся звонок, мы все обсудили. Вот он глупый. Он простой деревенский глупый мужик. Все. Он не умеет, он необразованный, он от природы просто вот человек, ну, вот как бы тупой. О чем мне с ним разговаривать? Он ни хрена не понимает. Ему дочь сидит, это самое, душу вываливает, а он говорит, дай 1000 рублей. Ну что это за такое? Вот тебе 1000, я простила, отпустила, до свидания. Все, ну что я еще должна делать? Но Ну, не- обида-то на эту 1000 у тебя есть, что ты ему душу вывалила, а он тебя 1000 рублей попросил. Господи, у меня такая жизнь офигенная, реально, такая насыщенная, у меня так много событий. Вот это последнее, о чем я вот в последнее время думаю. Вот Да, правда, это честное ты же об слово. этом не думаешь. Это просто фон твоей жизни, который продолжает тебе ее портить. Ну, Ксюш, ну откуда ты знаешь, что там фон у меня? У меня там вообще, знаешь, что происходит? У меня вот девки знают вообще, вот Алена у меня знает. Ты Вот там сейчас вообще... закрываешься. Да я не закрываюсь, но у меня реально просто настолько все насыщено, что родители Это база. последний... Ну, вот это ты говоришь со своей точки зрения, с точки зрения каких-то людей, которые решили, что Подожди, а всех с надо психологом прощать. вы это не Он обсуждали, вообще про это что- ничего не говорил. Что отношения с родителями — это все равно какая-то базовая Нет, вещь. у меня психолог, специалист по тревожно-фобическим расстройствам, собственно. Отношения с родителями надо отпустить и искренне простить. Да я Имеется отпустила, у но тебя он ощущение, мне что то ты не позвонит, простила? то через подружку что-то лезет, то какую-то эту. Да я отпустила, отстаньте, не трогайте меня. Я вот отправляю матери деньги раз в месяц. Все, только, пожалуйста, не это самое. Все, у меня никто не бегает там по улице голый. То есть у всех все есть. Жилье, матери квартиру купила. Все, только не трогайте меня, пожалуйста. Ну нет, вам нет. Ну не заставишь ты меня, не знаю, там, вот что-то вот там прям с мамой сидеть лясы точить. Ну я просто живу уже, сколько, 20 лет своей жизнью. Ну у меня просто чужие люди. Я, наверное, таки стала вот этой цельной личностью, вот этой вот половинкой двух жоп, скажем так. Раньше, возможно, бы так и было. Я бы бросилась доказывать, переделывать и прочее. Сейчас, говорю, правда, мне очень хорошо. Не надо меня убеждать в обратном. Давай там без диагноза, пожалуйста. Но я точно знаю, что я офигенный друг. И со мной очень круто дружить. И такую бы подругу, как я бы, например, хотела себе. А такую очень. жену? Жену? Нет. Поэтому я никого и не пытаюсь окольцевать, дорогие мои. Никому не пытаюсь испортить жизнь. Я сразу предупреждаю. У меня пуль в башке. Все. Ах, ребятки, ну сейчас быстренько прокомментирую про отца, да, что ко мне пришло, какие мысли.
А здесь история о том, что, опять же, Собчак почему-то не хочет мириться с тем, что Настя уже давно это все проработала, и у нее, кстати, очень абсолютно трезвое объяснение, без каких-либо отклонений, сомнения, что, а может быть, я делаю что-то не так, вот поступаю как-то неправильно по отношению к токсичному родителю, который паразитировал на мне все эти годы, и когда он использовал те самые мои чувства, да, и то неумение сказать «нет», он просто мной пользовался, да, я просто не хочу углубляться в эту историю, он там в детстве ее бил, ну, что там только не было, вот, и теперь она его еще там и содержит, но она поставила точку вот во всей история, она молодец. Это я к тому, что вот девочки, которые очень часто спрашивают, а что мне делать там с мамой там нарциссичной, вот, там, или с отцом? Блин, вы взрослая личность, она вот сказала очень правильно, я отдельная личность, все, меня не волнует, тем более, если это вот такой родитель. Сепарируемся, девочки, ни в коем случае с такими родителями жить нельзя вместе, ищите любые пути, когда вы взрослый человек, чтобы съехать от подобного родителя, да, тут только это помогает, больше нет других способов. Ну и также нельзя вестись на их манипуляции. То есть здесь она конкретно сепарировалась. Вот тогда она сидела у стрелец в слезах, потому что сепарация еще не произошло. А вот когда происходит та самая сепарация, посмотрите, как человек рассуждает трезво. Вот Собчак очень хотелось ей сказать, да нет, ты должна простить. То есть она пытается в ней вызвать чувство вины. Вы же видели, вот конкретно она ей говорит, да нет, ты его должна простить. Да что она ему что-то там должна? В смысле, ничего она ему не должна. Все, что она могла, она ему дала уже. Все. Это опять же, вот эта манипуляция действует на вот этих вот созависимых людей, которые не могут опереться на свое мнение, на внушаемых людей. Вот очень много среди моих подписчиков таких людей, да, вы можете помнить тех же своих родителей, да, когда они выводят на вас на жалость, и вы поддаетесь вот этим манипуляциям, они вами просто пользуются, все, и вы это делаете, ну это же папа, ну это же мама, да, не замечая, как они также вас отгрызают, уничтожают, вот, и не дают той же самой личной жизни во многих случаях, да, поэтому здесь очень здоровая позиция с вот этим папашей, там, если хотите, посмотрите историю вот у Стрелец, там она сидела, рассказывала, ну сейчас вообще другой человек, просто брать вот то интервью и это два разных человека. Я здесь сейчас вижу ту личность вот как раз после выхода из зависимости, проработки всех своих паттернов, да, и человек видит, как есть реальность, а не придумывает себе что-то или не думает мыслями других людей, которые ей навязали эти мысли, понимаете? Все, теперь она выбирает себя, это отличная позиция. А еще насчет Собчак, что хочу сказать. Вот это «я тебя понимаю», «надо простить и опустить». Вот немного слышалось, да, это все цирк со стороны Собчак и провокация. Она хотела ее, опять же, спровоцировать на какие-то эмоции, но не удалось у нее интервью, ей бы хотелось намного большего, конечно. Больше эмоций, слезок ей хотелось, в общем, да, показать свой профессионализм в журналистике, но это ладно. Помнится мне интервью со Степановой, по-моему, или со Степановой, или это была Лера Кудрявцева «Секрет на миллион». Что-то в какой-то из этих вот передач, так скажем. И что-то там мама была, проблема с мамой какая-то была. Вот. И вот у меня ощущение, вот посмотрите, если кому интересно, или это Степанова интервью, или это Кудрявцева на миллион, «Секрет на миллион». И у меня сложилось ощущение, что там что-то с мамой у Собчак, и вот она сама не может эту ситуацию проработать, ее это очень сильно волнует, вот это «прости», «отпусти» и тому подобное, то есть она не может это проработать самостоятельно, она это не отпускает, не прощает, видимо, какие-то моменты, ну и она проецировала сейчас вот это конкретно на Настю, вот что я думаю, потому что она прям, ну, очень настойчива, хотя она везде там настаивала, все интервью, но вот в этом случае прямо, даже если это была и маска, и чисто сделано из интервью, немножечко почувствовалась боль, вот именно со стороны, какая бы она там ни была холодная, с низкой эмпатией, но она вот немножечко, вот знаете, как-то вот задела, видно, что ее царапает немножко. Разобрать интервью со Степановой, ребят, я бы с удовольствием, но мне нужно сначала посмотреть, как вообще зайдет вот этот эфир, потому что тоже вот так вот сидеть с этим компьютером, удобно ли это вам, как бы, да, то есть мне нужно сначала анализ сделать, опять же, если заходит вот подобный формат, я бы с удовольствием, в принципе, делала такие разборы, вот, если это будет интересно, да, вот именно в просмотре.
ради бога, запросы ставим, может быть, и сделаю какой-то опрос, да, на какие-то интересные интервью, и мы с вами разберем. Вот, потому что в стриме, как вы видите, можно только так, да, ну, может быть, я какой-то придумаю здесь подставочку, да, чтобы было, вот я не держала, а вот так вот, значит, это все было у нас удобнее. В общем, посмотрим. Мне главное, чтобы если заходит интервью, вот так вот подобное, много просмотров, да, вот, то можно, в принципе, время от времени думать, делать. Вот, ну, в общем, про Собчак. У меня такая теория, да, возможно, вот, возможно, это была просто провокация и несмирение с тем, что человек победил в своей зависимости и выбрал себя, да, потому что, опять же, нарциссичная личность, это очень неприятно, вот, потому что ей надо, чтобы зависели все от нее, вот, но или здесь боль какая-то именно ее, вот, ее личная, и, скорее, вот, прям, не знаю, вот что-то вот в этом моменте меня Собчак немножко подцепила, и плюс, опять же, вот, где это было, вот, где она упоминала про маму, тоже там были подобные эмоции, что там какая-то проблема, то ли холодность, то ли, ну, что-то такое, в общем, не буду углубляться, но думаю так, в общем, пишите свои мысли, да, что вы по этому поводу думаете, обязательно отписывайтесь в комментариях или здесь значит, в чате, да, будет очень интересно почитать ваше мнение, послушать, да, совпадает ли оно с моим, или, может быть, у вас есть другое мнение, мне даже будет это очень приятно, если есть у кого-то другое мнение, да, вот, и чтобы делать какие-то еще выводы, потому что разное мнение приводит нас, во-первых, к консенсусу, а во-вторых, к более расширенным знаниям. Вот, потому что я, например, могла на чем-то хочет заказать разбор истории своей личной, пишите администратору в Telegram в личку, узнавайте условия. Также чат поддержки, вступаем, если нужна поддержка в абьюзивных отношениях. Я отвечаю на вопросы по понедельникам, поэтому кто еще не вступил и хочет задать вопросы по своим отношениям, по своей ситуации личной, пишите администратору в Телеграме. И спрашивайте об условиях вступления до понедельника, у вас еще есть время, и в понедельник я отвечу на ваши вопросы в закрытом эфире. Далее, по консультациям все то же самое, да, обращайтесь, узнавайте ближайшие даты, и вас Иришечка запишет. Или номер WhatsApp, кому как удобнее, да, все будет, вся информация под видео. Я вас целую, обнимаю, к сердцу прижимаю, с вами прощаюсь, до среды, пока-пока.